Тик, 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 тик. Ой, так. Угу. Ща, подождите. Стоп, а как ты можешь... Ладно. О, кайф. А, нифига себе, не замечал, что там еще какие-то голоса в радио. Да, реально. Звуки из телека? Я впервые это заметил.
and sigh, wishing that I were near. Прикол. Maybe, Maybe. Война. Война никогда не меняется. Римляне развязали войну, чтобы заполучить рабов и богатство. Испанцы создали Привет, империю, Ефрем. желая получить золото. Подписка Да. Превратил Действительно нищую достойно. Германию в экономическую Спасибо за сферу подписку державы. на ютубе. Большое Но спасибо. война никогда не меняется. И в 21 веке война по-прежнему велась, чтобы получить ресурсы, которые можно использовать. Но в этот раз военной добычей стала 6 также программистов делали эту игру. нефть и уран. Чтобы захватить эти ресурсы, Китай вторгся на Аляску. США присоединили к себе Канаду, а Европейское Содружество распалось на вечно грызущиеся друг с другом государства-нации, дерущиеся за контроль над еще оставшимися на Земле ресурсами. В 2077 году снова разразилась война. Всего за 2 часа большая часть планеты превратилась в пепел. И из пепла ядерного взрыва возродилась новая цивилизация. Очень немногим удалось добраться до относительно безопасных огромных подземных убежищ. Ваша семья была в числе тех, кто поселился в убежище 13. Заточенное за огромной дверью убежище под толщей камня, это поколение жило, не зная ничего о внешнем мире. Но жизнь в убежище должна вот-вот измениться. Да, жестко. Каждый раз как первый раз. Угу. Так. Ну чё, здорово всем. Всем привет. Привет, Ифрит. Короче, сидел я такой, смотрел один стрим по Fallout и потом все. Не могу сопротивляться, хочу сам поиграть. Как-то так. Так, ну конечно же создаем собственного героя. Так, мне 32 года. Угу. Кобра Трибаная. Спасибо за фоллоу, большое спасибо. Добро пожаловать. Так, окей. Давайте думать, что. Удачу, события, ситуация будет разворачиваться, соответственно, насколько удачного или неудачного ваш персонаж. Судьба, карма, слишком высокий или низкий показатель удачи повлияет на персонажа так или иначе события. Так, ну давай не сильно много, наверное, 3. Так, ловкость, координация движения, скорость, ловкость важна для любого активного персонажа, влияет на очки действия. Ага, ну... Давай вот это так на 10. Или как сделаем, слушайте. Типа себя создать, может быть. Прям себя. Ну, по удаче я, наверное, точно не 3. Но я бы сказал, хорошо у меня в плане удачи. Ловкость, ну, стандарт, скорее всего. Восприятие, сила, выносливость. Ну, выносливость, я думаю, 4 пойдет. Интеллект. Ну, можно 8. Не так, чтобы я, ну, полный вообще дураком был бы. Привлекательность. Но тут, да, тут с этим... Ну, стандартно, скажем, стандартно. Может, ну, удовлетворительно, да. Будем честны, удовлетворительно. Восприятие, способность видеть, слышать, вынюхивать и замечать необычные вещи.
Ну, с этим у меня как будто бы тоже, в принципе, порядок. Более-менее. Сила, ну, наверное, пятерки. Ловкость. Что же выше, сила или ловкость? Ну, давайте скажем, наверное... Давайте ловкость, наверное. Не сказать, что я прям супер ловкий. Как-то так себе, да? Это выглядит. Я бы вообще, если бы не это, я бы, короче, вот взял... Да хотя, чё, блин, вообще это ведь. Короче, сделаю как, вот, блин, чтоб пройти по кайфу. Так это здоровье, оказывается. Ну... шанс крита, удача. Вот оно что. Так. Привлекательность, выносливость. Ну, давайте побольше интеллекта. Силу поменьше. Вот, количество очков навыков. Блин, это вообще имба. Ну, как-то так я бы хотел, на самом деле. Угу. Выглядит неплохо. Так, ваши удары всегда очень точны. Вы наносите не такой уж большой урон, но имеете больше шансов на критический удар. Небольшой урон. Тогда может точность не трогать. Все ваши характеристики выше на 1. Ага. Восприятие. Тренированные. Погодите, а если вот без этого, без тренированного, тогда я каждую способность буду получать каждые 2 уровня или 3 уровня? То есть 4 это же как дебаф, наверное, да? Должно ощущаться. Погоди, вот это вот особенность, да? Хотя, блин, зачем мне это на самом деле, если подумать? Две особенности. Каждые 3. Понял. Перк дается. Ну хотя, блин, если так подумать, может там не такие уж плохие перки будут, да? Так, короче... ладно, пускай. Взлом, конечно, возьму. Ремонт. И... Блин, на самом деле науку хотел бы взять. Легкое оружие. Пистолеты, пулеметы и винтовки. Миниганы, гранатометы, огнеметы. Без оружия я еще типа что-то умею, прям нормально. 71 стоит уже. Бартер. Ну, кстати, красноречие, как будто бы... Ремонт, наука, взлом.
А, компьютеры, кстати. Ёпта. Но... А ремонт 30. Ладно. В принципе, нормально. Да, пойдет, пойдет. Я пойду с этим, пожалуй. Окей. Так. Ну, в принципе, можно удачу снизить и восприятие максимальное поставить. Ловкость, бог, привлекательность 5, выносливость. Так, привлекательность можно тоже снизить, удовлетворительно поставить. И поставить ловкость на 9 плюс... Ага, ну да, там слегка падает грузоподъемность и холодное оружие. А, хотя грузоподъемность так существенно падает. Давай удачу. Блин, на самом деле грузоподъемность очень такая, типа, нужная тема. Да, лучше мега ловко сделаю себе. Во. Вообще нормальные такие, ну, статы. Все, ёпт. А, ты здесь? Хорошо. У нас возникла проблема, большая проблема. Контрольный чип системы очистки воды отдал Богу душу. Сделать еще один мы не можем. Этот процесс слишком сложен для наших здешних мощностей. Проще говоря, у нас кончается питьевая вода. Нет воды, нет убежища. Для того, чтобы выжить, нужно что-то делать. И, честно говоря, кажется, ты наша единственная надежда. Тебе нужно найти другой контрольный чип. По нашим подсчетам, вода в убежище закончится через 4-5 месяцев. Нам нужен этот чип. Мы отметили на карте местонахождение другого убежища. Поиски вполне можно начать там. Да, и еще. Береги себя. Да. Ладно? Пупс. Ой, понеслась. Добрый без сахара. Да, и какая хера разница. Шо та, шо эта херня. Одинаково. Жесть. Кости. О, Патрики. А как-то можно только перетаскать, да? Вы видите это? Эд мертв. Окей. Вообще не играл первый Fallout, серьезно? Так, давайте-ка нож поставим и пистолет. Посмотрим, какие у меня шансы на попадание с пистолетом и с холодным оружием. С холодным оружием должно быть повыше, конечно.
56, блин. Чё-то не густо, ребята. Так, ну-ка, попробуй пистолет. Ну, 52, неплохо. 49. Слушай, так-то... Неплохо, неплохо. Ну, тут 29. 84. Ну, слушайте, не зря восприятие качал на максимум, скажем так. Не зря. Так, перезарядимся. Да, в смысле ты промахнулся? О, нормально. Вот это я, конечно, вышел по крысам пострелять. Угу. Нормально. Так, 50 опыта. Ну, патронов достаточно много, на самом деле. Не так уж и плохо. Да, слушайте, неплохо, неплохо. Так, сохраниться. Начало. Все. Так, уровень насилия, максимум крови, сложность боя, сложность игры нормально, все нормально. Так. А интерфейс, ну, видимо, изменить особо-то нельзя, да? Пойдет. В принципе, понятно, что там что написано. Ах ты крыса, блин. Блин, крыса реально крыса притаилась. А по остальным крысам, я думаю, постреляем нормально. Слушайте, я это убежище прям избавил от крыс, считаете? Я думаю, со временем они бы вытащили кого-нибудь из убежища, сказали бы, там слишком много крыс у входа. Иди убей их. Ты наша единственная надежда. Убей всех крыс. Ты наша единственная надежда. Так, что, постреляем? Хотя, тут надо ножичком поработать. Ух ты, ничего себе. Выдержал удар. Нормально. Блин, 21. Ну ё-моё, я так и знал, что не попаду. Ну что ты испытал? Удачи. Хорошо. Да ладно, ты выжила, сволочь. Так. Угу.
Ничего особенного. Просто камни. Что за кости? Большая куча обглоданных костей животных. По крайней мере, вам кажется, что все это кости животных. Да попади, ты чё, прикалываешься? Пещерная крыса. Все. Всех победил. Вроде бы. Но тут вроде больше ничего нету. На Западе вы видите естественный свет. Впервые в жизни вы смотрите на внешний мир. Так, сохранимся. Да. Пойдемте. Так, убежище 15. Воу-воу-воу, погоди. Вы встречаете странствующего торговца с охраной. Привет, меня зовут Дак, я иду торговать в Shady Sands. Может, и ты что-нибудь посмотришь из моих товаров? Чё продаешь? Я покажу тебе. Так. О, патроны, слушай. Но один нож мне не нужен. Патроны нужны, в принципе. Ядрить много. Ну, один фаер продам. Ладно, одна пачка патронов, я думаю. Погоди, это 10-е бронебойные. То есть... вот как. Ага. Блин, бронебойные, наверное, стоит сохранить. Фонарик. А насколько мне понадобится фонарик вообще? Как будто бы не особо. Не? Или понадобится? Ну ладно. Так. Давай-ка один стимулятор продам. Слушай, нормально дают стимулятор. По деньгам-то. И чуть-чуть. Сколько там? 9. 9. Ага, все. Кайф. Так, спасибо, пока. Мы Shady Sands чуть не прошли мимо. Добро пожаловать в Shady Sands, незнакомец. Пожалуйста, спрячь свое оружие на то время, пока ты будешь здесь находиться. Окей. Здравствуйте, меня зовут Сет. Чем могу помочь? Мне нужна некоторая информация. Информация о чем ты хочешь узнать? Я хочу узнать об этом месте. Shady Sands — это мирное сообщество, у нас есть своя растительная система, поэтому мы сами выращиваем себе еду. Если бы не нашествие на рад-скорпионов и налетчиков, у нас не было проблем. Рад-скорпионы? Эти чертовы рад-скорпионы охотятся на наших браминов. С тех пор, как мы сюда прибыли, неделя не проходит без того, чтобы кого-то из наших не отравили. Мы пытаемся их отогнать... От пастбищ на прошлой неделе они отравили моего брата
Джарвиса. Разло, наш доктор, ищет противоядие. Если у тебя есть какая-то возможность нам помочь, поговори с Арадешем, нашим предводителем. Че, сразу в пещеру можно топнуть, что ли? Ладно. А что там насчет налетчиков? Существует несколько группировок налетчиков. Я руковожу нашими стражниками, такими как Ян, и мы отбиваем их атаки. Здесь неподалеку есть одна банда, к юго-востоку отсюда. Будьте осторожны. Окей. Че, пойдем поговорим насчет этого с Арадешем? Эта колонна экспонат на площади Шейди-Сенс. Изображение на ней служит для того, чтобы напоминать людям о надежде и мире. Так, давайте здесь сохранимся. Что это за место? Крестьянин. Ничего тебе сказать, чужак. Собака. Собака, скорее всего, смешанная порода. Приветствую. О. Что ты делаешь в Шейди Сенс? Так. Я спасаю целое подселение от неминуемой гибели. Ну, как бы правда. Лучше не обманывай меня. Я не причиню вам вреда, честное слово. Да. Ладно, я поверю тебе. Но учти, доверие людей нужно заслужить, а чужаку это сделать непросто. Мы с Сетом будем присматривать за тобой. Приветствую. Чем я могу тебе помочь? Расскажи мне про Шейди Сенс. Шейди Сенс живет одной семьей. Здесь все заботятся друг о друге. Чем тут занимаетесь? Выращиваем овощи и разводим скот. Грядки находятся к югу отсюда, а загон браминов на севере. Это, наверное, чувствуется по запаху. Ладно, что еще интересного? У нас маленькая община, так что рассказывать особо нечего. Могу задать пару вопросов? Конечно. Что ты хочешь узнать? Что здесь происходит? Ах, ну да. Редскорпионы режут наш скот. Не знаю, откуда они берутся. Сколько Привет, мы их енот. не убиваем, становится и все больше. Продолжай. Эти монстры уже нападают на людей. Разло ищет противоядие, но кажется... Да. Ну, я могу помочь за небольшое вознаграждение. Как говорил Дхарма, чтобы достичь счастья, изгони жадность из своего сердца. Вот же мудак. Мудрая мысль. Можно узнать еще кое-что? Конечно. Что ты хочешь узнать? Ах, ну да. Эти монстры уже нападают на людей. Разло ищет противоядие, но, кажется, пока безуспешно. Ну, ладно, я помогу вам избавиться от этих тварей. О, да-да-да-да-да-да. Замечательно. Поговори с Разло. Он знает об этих тварях куда больше меня. Мудак, блин. Так, а где Разло? Женщина готовит еду. Но выглядит естественно. Я сегодня, кстати, готовил еду, но я не женщина. Так, что тебе известно о редскорпионах? Не слишком много. Это очень большие родичи североамериканских императорских скорпионов. Вопреки моим медицинским представлениям, их яд стал сильнее, а не ослаб. Ага. Как следовало бы ожидать. Сет охотился на них. Это помогло мне проводить эксперименты.
Как только могло появиться на свет такое огромное создание, ни эволюция, ни даже мутации, вызванные облучением, не могут дать такого эффекта. Похоже, ты хорошо образован, что ты делаешь. Кое-чему меня научил док Мобрид из Джанктауна. И то, что мы живем в каменных хибарах, совсем не значит, что мы глупее, невежественнее прочих. Доброго тебе дня. Блин, я его что, оскорбил, что ли? Сегодня приготовил картошечки с этим, с голенью курицы. Короче, голень курицы в пакетик положил. И туда внутрь специй всяких добавил. Там все смешал. И, короче, закинул это дело, ну так, слегонца, запечатав его упаковочкой. Ну там типа веревочкой, там пакетик этот, чтобы там пар выходил. Не прям плотно закрыл, а так слегонца. И в микроволновочку на 18 минут, 19 минут. Вообще шикарно получилось. Нормально. Ну, то есть у меня было два варианта. Либо в микроволновку на 18-19 минут, либо в духовку на типа 500... 500, говорю, на 50 минут при температуре 200, короче. Ну и там прогуглил, вся херня, короче. Такая вот тема. Ты, кажется, попал в беду, тебе нужна помощь. Мне нужно лечение. Кстати, мне же... мне нормально, кстати, все. Картошку с женщиной. Да. Можно к браминам отправиться, кстати. Ой, что за чел? Здорово, приятель. Похоже, ты здесь первый раз. Как тебя зовут? Я Нолан. Приятно познакомиться, меня зовут Ян. Что тут делаешь? Я служил охранником у торговцев из хаба, но меня подстрелили бандиты во время налета. Я тут с тех пор, как местные помогли мне вылечиться. И до сих пор мои знания о внешнем мире делают меня здесь весьма полезным. Шади Сенс теперь мой дом. Я даже иногда бываю в Джанктауне и в хабе, торгую там, поскольку я единственный, кто когда-либо действовал, действительно покидал город. А где эти хаб и Джанктаун? Хаб — это большой центр торговли далеко на юг от Шейди Сенс. Им управляют несколько торговых групп. Торговцы водой, красный караван и дальнобойщики. А Джанктаун далеко на запад, слегка на юг. Он поменьше, но туда все равно приятно заскочить, пропустить стаканчик за городом, смотрит человек по имени Киллиан Дарквотер. Там он и хозяин, и магазина, и шериф, и мэр. Окей. Ты не мог бы мне помочь чуть-чуть? Твой опыт бы мне пригодился. Заманчивое предложение. А то мне это место уже надоело. Вот что. Стандартная ставка 100 крышек, и договорились. А как насчет добычи в качестве оплаты? Хорошо, я помогу тебе взамен на свою часть добычи. Идем? Хорошо будет снова вернуться в дело. Ну да, конечно, будет ему добыча. Нихера ему не дам. Так. Ну, а у меня второй ствол появился. Нормально. То есть я первый ствол, и он второй. Вы получили 100 очков опыта за то, что убедили Яна к вам присоединиться. Балдеж. Так, а чё? Тут слишком мало воды, чтобы обеспечить убежище. Вы видите водозабор Шейди Сенс. В штанах ты тоже 2 ствола держишь? Нет, там ствол только один. Не, на самом деле там пенис. Там член. Понимаешь? Половой орган. А ствол я имею в виду, типа, оружие. Так. Давай, поговорим с этим челом. Отведи мне в пещере Радскорпионов. Ты уверен, что ты хочешь, чтобы тебе показал дорогу? Пещера Радскорпиона. Я туда не пойду, но дорогу показать могу. Давай. Окей. Вы видите скелет крупной двухголовой коровы. Сохранимся.
Мне сегодня утром пришла мысль посмотреть зеленого слоника. Вопрос нахуя вообще? Зачем? Что-то мне слишком кайфово живется. Добавлю-ка я себе в жизни немного суеты. Чисто, знаешь. Так. Ну, неплохо. Я после просмотра тоже задал себе этот вопрос. В смысле... Давай поближе подойдем. Давай, Ян. Да, непонятно, зачем ты это сделал. Только не говори мне, что из ностальгических чувств каких-то. Так, нормально. Ну, патрончики. Класс. Просто надо внимательно смотреть, типа... Ага. Хвосты от скорпионов, помнится, что-то стояли нормальное. О, патроны. Я проснулся и залипал в телефоне. Я такого давно не смотрел «Зеленый слоник». Да, бывает такое. Типа в шортах и всяких таких местах говно всякое вылетает. И всякие глупые мысли лезут потом в голову. Ну, я тоже давненько смотрел. Пересматривать желания точно нет, это говно. Но я бы его посмотрел за прям, ну, платно только нахуй. Блин, бесплатно такое удовольствие мне вообще нахуй не вперлось, это точно. О, зачем я подошел так близко? Лол. Так, выстрелим. Отбежим. О. Да попади. Ты чё? Капец. Ну, слава богу, Ян со мной. Капец, Ян выручает, конечно. Ну, неплохо, неплохо, слушайте. Бодро идем, я бы сказал даже. Что-то мне казалось, что возвращение в классический Fallout будет вообще довольно-таки жестко, типа. Ну, в плане вообще везения, в плане... Ну, вообще всего. Мне казалось, игра меня выебет. Но неплохо, пока что неплохо, довольно-таки. Игра меня пока не шибко мучает. Мне в ленте попадали всякие аниме-паблики, пришла мысль в зеленом слонике. Уровень. Так. А как уровень качать? Хар. Во. Так, красноречие, легкое оружие. Так. Взлом 50, наука. Давай я науку прокачаю. Бартера подниму. 3 еще, да? Да, красноречие подниму.
Нормально вообще. Я и так выхоеб какой аниме. Не, ну... Если другие выхоебы не знают, что ты смотришь аниме, то нормально, типа. Никто еретиком не назовет. Все в порядке. Ксеносом не заклеймят, все в порядке. Еретик. А черт, не трог же это, ну, блин, выхоеб тоже. Ну ладно. Я, блин, почему? Не-не-не-не. Не-не-не. То, что на стриме я, типа, смотрел аниме какое-то, или там что-то такое происходило, это так, ну... Нейросеть, это козни хаоса, так скажем. Козни еретиков. Не иначе. Вы не подумайте. Транс-аниме. Транс-аниме. Это типа выбор, транс или аниме? То, ну тогда аниме, аниме. Тут уж как бы выбор без выбора получается. Блин, хвосты скорпионов прям нормально так весят. Походу, да. Транс-аниме. Трансконтинентальное аниме. То есть ты такой чел. То есть ты натурально будешь со мной типа, ну, торговаться, да? Ну, давай, чё? Ты разочаровал Джагатай Хана. Так. Лучше скорпион говна, блин. Что-то еще ничего не вижу. Ну, блин. Готовенько. Вы получаете 500 единиц опыта за то, что остановили ряд скорпионов. Остановил. Да они вроде никуда не двигались даже. Так, я помню, вот раньше я какую-то кнопку нажимал, она мне подсвечивала предметы на земле. Такая кнопка вообще есть или мне чудится, что такая тема была? Ага, Б это менять оружие, характеристики.
Крутится. Время показывает. Ноябрь у них, 12 ноября 2161 года. Окей, валим отсюда. Мы тут закончили. Что там Дела якутск? налаживаются. Разла работает над противоядием. Когда он закончит, мы легко расправимся с оставшимися скорпионами. Пара пустяков. Не беспокойся, они все мертвые. О, это героический поступок. Мы здесь все тебе очень благодарны. Конечно. Что ты хочешь узнать? Что Дела происходит? налаживаются? Конечно. Что ты хочешь узнать? И все. Сука, жадная, блин. Ну ладно, халявная 500 практически. Плюс уровень получил. Не так уж и плохо. У меня тут есть проба рад скорпионов. Можешь с ней что-то сделать? Так, дай мне взглянуть на хвостовой мешочек. О, да, я могу его использовать. Вот, возьми, как бесплатный образец. Должно неплохо работать против укусов рад скорпиона. У тебя... Но у этого лекарства есть значительный потенциал. И ага. Вы получаете здесь 50 единиц за опыт. Ага. И что Арадеш на это скажет, интересно. Так, сколько времени? Семь часов вечера. Приветствую. Чем я могу тебе помочь? Конечно. Дела налаживаются. О, до свидания. Ясненько. Ну, потопали отсюда, чё. Пойдемте. Так, давайте-ка я сохраню. Я попробую увеличить этот интерфейс. Не знаю. Это вообще тема, ну, возможно. Скейлинг X2. А, вот это вот, наверное, скейлинг X2. Да. Кажется, оно. Ща. Посмотрим. Да. Все. Четенько, ребята, четенько. Настроено, сделано. Че, так по кайфу? Прикольно все? Всех все устраивает? Вау, да. Вот так вот. Рейдеры? Блин, это рейдеры. Погоди. Блин, я... Ну ладно, пойдем. Хана. Вы видите небольшое здание, окруженное несколькими палатками, их жители выглядят грозными и злобными. Сука. Гарл по прозвищу Рука Смерти ценит своих воинов. Спрячь оружие и иди поговори с ним. Да блин. Ну давай попробуем. Я убежище. А, погодите, я придумал прикольную тему. Ща. Давайте-ка я сделаю... Угу.
Ты чем-то мажешься, откуда такая борода? Нет, оно мне само от природы такое. Вообще ничем не мажу. Тень для ника. Ты что, в 4 местах стримишь? Ну да. Так. Блин, а почему... Ладно, давай попробуем найти какой-то шрифт нормальный. Какой надо скорость? ТТК, ну, 100 мегабит. А, погоди, фоллаутовская тема. Во. То есть... Гигабитные же появились якутские. Да. Но... Они пока не могут подрубить у меня дома, в квартиру. Надеемся, по большей части, что сможем подрубить вот этот вот гигабитный интернет в частный дом, и тогда я смогу переехать на дачу. Но это, скорее всего, в следующем году. Так. Сейчас я шрифт качаю. Угу. Все. Каев. А чё он не ставится? Ну ладно, хер с тобой. Тогда вот такой поставим. Во. Нормально? Прикольно же. Так. Ага. Слишком долго как будто бы сообщение показывается. Угу. Так, каждые 10 секунд они должны исчезать, эти сообщения, по идее.
Ханс. Но нет, он прям не хочет исчезать, да? Какого черта? Блин. Тру. Тру стоит. Интересно. Привет, Игорь. Да, Фолыч. Ща, ребята, я по-быренькому попробую настроить. Как раз думал после серии БГ проходить. Угу. Так. Чего ты хочешь? Ничего, просто прогуливаюсь. Вот и гуляй дальше. В смысле? А пройти не могу? А, нормально. Перед вами Гарл, главарь банды налетчиков. Чего ты хочешь? Так. Хочу работать вместе с вами. Ты с нами? С чего вдруг? Чтобы провернуть пару серьезных делишек. Мы не берем кого попало. В нашем деле нужны остальные нервы и железная воля. Тебе это по плечу? Да? Не надоели эти девки? Убей их. Окей. Надеюсь, явно это норм будет, не? Блин, как я мог промахнуться? Ну так не убегая, девушка, вы что? Если вы хотите спасти свои жизни, надо убегать как-то поактивнее. Не, ну Яну нормально вообще, он просто хладнокровно убивает женщину. Пленница получает ранение, теряет здоровье, умирает. Ха, мне нравится. Работа слегка небрежно, но в целом сойдет. Можешь считать себя налетчиком. Ладно, иди передохни. А так графон дросипой кайфово выглядит. Ну, конечно. Че тебе надо? Мне нужно оружие и броня. Кажется, сам заботится о себе. Пленница ничего. Вы получаете 500 единиц опыта за дружбу с ханами. Круто. Так. Давайте попробуем сохраниться.
Хотя... Ханс... Френд. Давайте назовем. Блин, в смысле это кровь и тьма? Ты чё, ублюдок? Блин. Мне пиздец, походу, да? Но я хочу прикинуть, насколько, ну, шансы мои высокие. Гвен. Так. Хуяси. Ян ебашит, слушайте. У, сука. Больно, сука, стреляет. Ваши кости отполировал ветер пустыни. Теперь ваше убежище погибнет, как погибли вы. Ну, зато бесплатно полирнули меня. Да. Ну, пойдемте отдыхать еще. А где отдыхать надо? Могу. А, лол, тут чел стоит. Толя. Привет, я Толя. Кажется, только что пришел из пустоши. Ты кто такой? Я Нолан. А ты кто такой? Я налетчик. Мы рыщем по пустошам в поисках добычи. Были еще некоторые города, которые мы почтили своим присутствием. Иными словами, ты грабишь людей, к которым приходишь? Мы никогда не крадем. Мы только забираем избытки имущества и перераспределяем их среди наших голодных людей. Что там, фантастики камбэкают, говорят? Ну да, потихоньку камбэкаются. Ой, это зомби? Эти не только зомби. Эти почти постапокалипсис. 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 Это, короче, пустошь ядерной, после ядерной войны. Когда уже все, цивилизация погибла, и людям приходится жить по новым правилам, так сказать. Грабят там друг друга, убивают там. Короче, тоже крутая тема. Ну, в плане, типа, посмотреть и поиграть. Так. Ну, звучит привлекательно. Погодите, или я могу просто сказать. Можешь мне сказать о вашем лагере? Да ладно, Гарл запретил мне болтать с незнакомцами. Ты должен, по крайней мере, сказать, как тебя зовут. Меня зовут Нолан. Так. Что он сказал? Окей. Ты так круто, уверен, что Гарл на тебя не нарадуется. И все, и, блин. А где ты бывал? Я много где был в пустошах, ближе всего отсюда Шейди Санс и Джанктаун. Их жители очень благодарны нам за то, что мы к ним завернули. Ты был в Шейди Санс? Да, мы временами забираемся в Шейди Санс, это добавляет немного приятного волнения в жизнь всех жителей. А что за Джанктаун? Ну, Джанктаун находится чуть-чуть к югу отсюда. Пройдешь отсюда несколько миль, повернешь направо перед умирающим кактусом. Только не пропусти его. Так, ну пойдем сюда. Петрокс. А что тут делаешь, если ты налетчик? Как налетчик я должен путешествовать в разные концы пустоши. Из своих путешествий я привожу заприпасы в лагере. На самом деле вы их крадете. Ты начинаешь меня раздражать. Думаю, придется разобраться с этой небольшой проблемой. Ага. Вот так ты решаешь проблемы, да?
То есть вы все на меня нападете или только... А, понял. Ну, такое. Погодите, а куда он не пошел, точнее сказал, отдыхать? Я вообще не понял, где отдыхать. Я просто хожу и всех раздражаю тут. Ну-ка. Гау 0, привет. Здорово, здорово, рад видеть. Так, что там? Гван. Что тут делаешь? Я слежу за тем, чтобы Гарла не беспокоили всякие уроды. По-моему, ваш лагерь как раз сборище уродов. Каким образом? Разными способами. Ладно. Пока попустимся. Алия. Мы клан ханов, меня зовут Алия, тебе помочь? Как будет по-якутски привет? Дараба. Дараба. Почему эта военная банда напала на Шейди Сенс? Мы не нападали на Шейди Сенс, мы сами из тех краев и не стали их обижать без земляков. Но вы угрожаете жителям и гоняете их в скот. Ты такая же размазня, как и они. Если кто-то голодает, это его личная проблема. Нужно было запастись едой заранее. У нас с ним происходит честный обмен. Какой к черту честный обмен? Вы же ничего им не даете взамен. Мы даем им самое ценное. Мы разнообразим их жизнь. Понял. Ничего, просто погулюсь. Дверь заперта. А, подождите, а я могу взлом? О, открыл. Да блин, в смысле? Нельзя было открывать? На, собака. О, я убил ее, ничего себе, нормально. Так, хорошо. Свежатина. Ну ладно, ладно. Как скажете. Мой нос. О, ничего себе. Ему супер плохо. Так, я лучше вот это вот. Блин, мне походу все. Или не все. А что я могу сделать? Похилиться? Да, нормально, пойдет. Ауч. Давай, убей его, лол. Сука. Да попади ты ей в глаза, чел, ну серьезно. Блин. Только не убивай. А, черт, что я делаю? Тихо. Черт, стимуляторы-то уже кончились. Ну ладно. В голову давай. Да как ты мог попасть в горло-то? Все, минус, ублюдок. Подохни, тварь. Теряет 1 очко здоровья? А он еще живой? Блин, что-то нам не везет, ребята. На, собака. Нормально я прикончил.
Ты будешь долго молить о смерти. Я не понял, у нее что, типа патроны кончились? Сука. Так. А у меня есть что-нибудь похилиться? Или... А, по-моему, все. Тибарен. Ансеп. Он наконец-то сдох. Так, Алия сдохла. Ё-моё, да мы справиться можем, что ли? Но правда мне надо подлутаться, иначе, ну, я сдохну. Опачки. Слушайте, прям... Не дурно. Не дурно. Я? Че он... Убейте эту идиотину. Пиздец, минус Ян. Пиздец. Бля, у него стимулятор был. Есть, есть. Они друг друга стреляют. О, красиво. Блять, нет, некрасиво. Ваша жизнь закончилась в пустыне. Ну, вообще, как будто бы реально тут что-либо сделать. Так, давайте заглянем в эту палатку. Прекратила работу Fallout, так как сейчас эту библиотеку игр использует Ятрок. Лол? Ну ладно. Так, загружаемся. Не, ну она как бы у меня, да, типа из Стима, ну... Ну ладно. Ну как будто бы не должно было так делать, но сделала. Импровизированная постель. Материал использовался из самых разных источников.
Где она? Ты ведь теперь дружишь с Гарлом, да? Чего тебе нужно? Можешь починить мне пару вещей? Но с твоим снаряжением все в порядке, у меня есть более важные дела. Нокс, да? Здорово, Мао. Дроба. Нет, это Fallout. Что делаешь сегодня вечером? Я сейчас занята, уйди, пожалуйста. Что мне делать-то? Сенсор движения. Карта. Характеристики. Пип-бой. О. Шейди Сенс. Убежище. Ну тут у меня каких-либо заданий-то нет. Вы не можете тут отдыхать. Так, ну допустим. «28 дней спустя закончил?» Нет еще. Ладно, давайте в упор выстрелим этому Глену, Гарлу, короче, в лицо. Но, кажется, это была плохая идея. Так. Блин, да как ты мог попасть, Яна, сука? Ваша... Ладно. Так, тогда давайте-ка попробуем из этой комнаты что-то натворить. Устроить, так сказать, грязи. Да, вот с коридора как-то побольше шансов у нас будет. Пиздец. Окей. Да, блин, что-то явно вообще не сладко. Да, мы, может, попадать начнем, типа, ну... Охуеть.
У него же вроде как симулятор должен быть у Яна. Блин, что я натворил? Блин, Ян умер. Так. Блин, ну классно. Нормально, кстати, он сбил ее с ног. Да ебать. Чё мне так жестко убивает вообще? О, вот так нормально, кстати. Просто два от бедра выстрелить и нормально. Ебать. Так, минус еще один. Блин, ну не убивай, гандон. Есть. Так, сколько у меня? Так, 3 шага могу сделать. О, хорошо попал, прям нормально. Да прикончи его, блядь! Ты чё нахуй куда убегаешь? Блядь, серьезно, Ян? Пиздец. Ну ты, Ян. Так. Пора отсюда сваливать.
Капец, сколько в нем здоровья, а? А можно сделать скорость боя? М. Да ладно. Есть. Но вроде Ян убежал. Ну, четко вообще. Так, ну попробуем сохраниться. Бля, Яна убили. Пизда. Ну, я получил уровень. Что поделать? Такова жизнь. Такова жизнь. Так. Да, был крутой на самом деле. Не, он реально мне помогал. Прям, ну, жестко помогал. Ну, что поделать, что поделать. Размен, так сказать. Ну, причем нормальный такой размен. Вы гляньте на это. А, блин. Черт. Мне придется несколько... Блин, мне придется несколько ходок делать туда-обратно. Ооо, щищ. Кожаная броня. Так. Так. А. Ну, тут такая игра непредсказуемая, чтобы спасти этот только сейф-скам. Ну да. Не, ну я прям, ну, на крайний случай буду делать прям конкретно сейф-скам. Прям, ну, края. Так. Да эти хвосты от скорпионов в жопу их засуньте себе. Так, возьму-ка я динамиту, обрезу, кожаная куртка. Черная плотная кожаная куртка. Нормально, слушай.
Так, а чё он там? Может быть, он прям, ну, в упор, кстати, прям нормально будет наносить. 12 и 22 урона, слушай. Существенно, существенно. Сюда, сюда. Так. Не, вот это я удачно зашел, я вам скажу. Это я зашел крайне удачно. Офигеть, эти хвосты от скорпионов сколько весили-то, ебать копать. Ебать. Найс поживился. Не, ну я жестко поживился. Все. Коктейль Молотова. Ребята, а вы типа, ну, нормально со мной? Нет, не нормально. Ну окей, давай. Так, меняем ствол. Ты чё? Вы получили удар на здоровье, не потеряли? Нихера себе. Ща, подожди, я перезаряжусь. Так, хорошо. Пропускаем ходик. Блин, чел, тебе пора умереть. Есть! Трехочковый. Ну ебать, все. Разъеб начался жесткий. Опа, во как. Да, вот так вот. Она не ожидала такого. Жесть. Нифига. Блин, это ходячая аптека.
была, по крайней мере. Но пока стимуляторами вкидываться не будем. Это наша точка. Ау! Блин, сукин сын. Черт, это было близко, между прочим. О, красиво, красиво. Так. Патрон, оказывается, имеет вес, да? Да, имеет вес. Бухло тоже. Так. А я отдохнуть могу? Не можете отдыхать. Ладненько. Толя. Толя, не надо. А я, блядь. Тихо, 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 тихо. Уф. Дерьмо. Сука, метает еще гандон. Метательные ножи у него, смотри-ка. Так. Что это? Пиво? Какой-то сорт домашнего пива. Нормально. На мне стимуляторы. Да и крышки неплохо на самом деле, конечно. Так, они же вернутся по своим местам, которые вот, ну, которых я не убил. А, нет, да? Так, что тут у нас еще осталось? Угу. Это у них типа тюрьма, да? Но... А я тут отдыхать не могу? Не могу. Надо бы вернуться в Шейди Сенс и там отдохнуть. Халявно жизни восстановить. Тут же путем отдыха халявно жизни восстанавливается. Или все-таки надо юзать стимуляторы?
туалет. Унитаз сломан. Восстанавливается вроде. Ну, кайф вообще тогда. Ну, это вообще тогда убер кайф. Вообще. Нормально. Автомобиль. Даже если бы рядом с вами вдруг оказался механик года, вам обоим бы ни за что не удалось отремонтировать эту груду железа. Блин, даже с механиком года не получилось. Да. О, там же... Тихо, тихо. Был же. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ты что, меня не видишь? Не понял. О, фак. Есть. Сюда. $60 опыта. Блин, вот жалко, что я не смогу подлутать Яна. Это очень жалко. Ладно, пошли отсюда. В Shady Sands. Вход. ХП восстановилось, кстати, в дороге. Восстановил ХП. Приятно с тобой повидаться. Приветствую. Чем я могу тебе помочь? Конечно. Что ты хочешь узнать? К югу отсюда находится Джангтаун. Конечно. Тут есть одна стримишь Что ты хочешь Долганка. Они где-то на Таймыре живут. Говорил, Долганы с якутами близкие народы. Язык почти одинаковый. Да? Интересно. А я не в курсе насчет Долганов. Если так, то это интересно. Для меня это, в новинку. Впервые слышу о Долганах. Ну-ка. Попробуем. Долганы. Народ. Долганы — тюркоязычный коренной народ Таймыра. Народность образовалась в начале 19 века после того, как якуты большими группами поселились в Туруханский край. Да, нифига себе. Смешались с местным тунгусским населением и русскими старожилами Таймыра, обитавшими на этих территориях с 16 века. В результате образовался долганский этнос. Ну, прям, получается, землячка практически. Долганов очень мало, сейчас 5000 осталось. Жесть. Погоди, в смысле? Спать до утра. ХП вообще дерьмо восстанавливается. Здравствуй, незнакомец. У нас тут часто бывают, не часто бывают чужеземцы. Почему? Последний торговец из хаба продал нам поломанные ирригационные насосы. Это все ваши грязные делишки. Я не из этого места. Ладно, может, ты и вправду другой. Я тебе вот что скажу. Иди поговори с Айдашем, найди его в центре. Окей. А мне вот торговец нужен какой-нибудь. Блять, в смысле? Я что сказал ему? Ёбаный бобаный.
Не, я таким дерьмом заниматься не буду, но это слишком. Так, вот тут я чела пропустил. Сейчас его убьем и... Жесть, ты везучий чел. Вау, как же ему повезло. Ваш. Если смотреть на нас, ну вот, на людей, да, через призму того, что мы, ну, допустим, все покемоны, да, то долганы были бы очень редкими покемонами. Да. Капец. Вообще таких никогда не слышал, практически. Ну как практически? Вот впервые услышу. Сад. И все. Жестко вымирают. Да не сказал бы, что прям жестко вымирают. Бред же. Вымирание, но немного как-то это... Не то слово. Ну, то есть не от голода там умирает, там прочее и так далее. Но скорее просто, ну... Численность как бы маленькая. Ну и, соответственно... Отношения строятся не долган с долганом, так сказать. Ну, точнее, не долган с долганкой. Приветствую. Чем я могу тебе помочь? Ну, там... С каким-нибудь еще другим челиком. Типа чисто в этом штука. Вымирание это вообще, ну, типа такая. В Грецию приехал, да. До свидания. Так. Не забыть сохраниться. Она, наверное, единственная долганка в Греции. Тут-то по-любому. Офигеть, ну 5000 человек. А где они вообще базируются, долганы, интересно? Туруханский край. Туруханский край на карте. Ну это средняя полоса России. Ребенку на конфету. Спасибо за 66 рублей. Спасибо. Спасибо, Гау, за донатыч.
От души. Погоди-ка. Вот так, если сделать. Оповещение в чате. Так, убежище 15. Твою мать. На, блин. О. Так. Фак. Знаете, в чем проблема? Фак. Мне нужно это. Блин. Мне нужно... По идее... Избавиться от много лишних предметов. Может... Отправиться в этот город там по-быренькому. И обратно. Я думаю, нормально, да? Типа, ну, по времени я успею, наверное, ну, типа, ну, водный чип найти, не? Ёпта, сколько у меня дней осталось? Джанктаун. О, класс. Лучше убери это, у нас мирный город, дружище. Хотелось бы сохранить его таким. Логично. А вообще у вас можно носить оружие? Хорошо, что спрашиваешь. В городе нельзя размахивать оружием направо и налево. Носить его с собой разрешено, но только для самообороны. Не лезь в драку, не цепляйся никому. Хорошего дня. Окей. Ну, типа... Извини, ночью мы никого не впускаем. Приходи утром. Без проблем. Приду утром. Блять, я ждал до утра, чувак. Пиздец. Ты чё такой душный, нахуй? Калнор. Я только помню, что этот чип в каком-то мертвом городе, туда сразу можно сходить, чтобы не висело над головой это задание, но вроде еще много дней в запасе. Но... Да блин. Это жестоко. Ларс. Ну, типа... 124 дня. Насколько они... Ну, они уже все равно в курсе, что это, типа, ну, я убийца. Все сагрились на меня, да, наверное? Один хер. Ладно. Это дерьмово. Джанктаун. Блять, ты кто? Кротокрыс. Всего-то. Фрукты.
какие-то фрукты есть. Нормально. Да, я там вроде рофильный квест в том городе. Ну, дойдем. Только мне сначала бы сторговаться нормально. Избавиться от лишнего веса. Плюс крышки заработать. Нормальная тема. Так, окей. Сейчас сколько времени? Да ёб твою мать. Давай до полудня. Так, вот. Да боже ты, сука мой, чел. Ты чё такой ебанутый нахуй? Что им... Чё меня устраивает? То, что я с оружием стою, что ли? Или то, что я в принципе вообще там стою, жду? Носильщиком работал? Нет. Тут как будто бы он не носильщик. Не-не-не, в этом проблема была. Он со мной прям торговался. Я еще только подумал, блин, что за херня. Ну ладно, типа. То есть я не вот хотел забрать стимуляторы, а он такой, нет, так не пойдет. Значит, я забыл. Ну, я так думаю, что это, ну, у Яна такая особенная херня, как будто бы, что... У нас типа с ним договоренность такая была, что мы делим добычу, а не прям, типа, ну... Мы на каких-то там дружественных каких-то этих началах. Ну, я так понял. Так. Кости. Ну, тут вряд ли что-то будет. Я вообще помню, что спутником можно было скидывать всякое дерьмо. Так, сохранить. Сколько времени? Полночь. Ждем до полудня. Все в порядке. Господи. Он на меня агрился, получается, за то, что я с оружием стоял. Что за придурок, блин. Чем могу помочь, странник? Чем у вас тут можно заняться? Полно чем. Пока, конечно, ты на нашей стороне. Есть магазин Киллиан Дарквотер, там можно прикупить кое-чего. Есть казино у Гизмо, если любишь играть. Или если просто хочешь выпить, иди прямо в выгребную яму. Эй, а я люблю побуянить. Но в таком случае лучше держи себя в руках, у нас тут свободный город. Но мы не любим, когда нам на ноги наступают. Не создавай проблем, и у меня, у моих людей не будет причин на тебя наезжать. Прощай. Окей. Охранник Джанкертауна. Ну, это, скорее всего, какие-то казармы, тюрьма, больничка. Так, а это что? Гражданин. Ты даже не гражданин. Дока Морбида. Я Док Морбид, чем могу помочь? Мне нужна помощь. Тогда посмотрим. Полностью здорово. Обследование стоит 10 крышек за то, чтобы узнать это? Вы шутите? Я никогда не шучу, особенно когда речь идет о травмах. Вы заплатите, либо мне придется найти другие способы компенсировать свои затраты. Многие из которых намного более болезненны, чем обычная плата за мои услуги. Ладно, держи, господи.
Так, погоди, ну давай бартер. Ага, так, окей. Держи ножик. Одна броня. Броня-то стоит етить как много. Угу, угу. Окей, окей. Офигеть, метательная херня так тоже дорого стоит. Так, ну давай по сотке. И давай 12 докину просто и... Ну, четко, вообще четко. Блин, это очень хорошо. Да, доктор неприятный, конечно. Так. Джанктаун. Что тут у нас? О, магазин. Вот оно, вот оно. Киллиан. Чем я могу помочь? Мне надо кое-что купить. Ну и совпадение, черт меня возьми. Магазин здесь как раз для этого. У нас есть практически все, что тебе может понадобиться. Давай я тебе покажу здесь кое-что. Давай. Вот это совпадение. О. Тебе денег не хватит, чел. Так, ну давай все стимуляторы мне. Так, патроны пойдут. Получается... Ну, давай один ножик тебе отдам. Так сказать. Да, нормально. Неплохая сделка. Согласен, согласен. Так, чё? Не, вот это я нормально прям стартанул хорошо. Ну, здорово. Чем могу служить? Так, кто ты? Зовут меня Киллиан. Киллиан Дарквотер. Я мэр этого прекрасного города. А с кем имею честь? Я Нолан. Чем можно заняться? О, у нас есть чем заняться. Например, бар на восточной окраине рядом с входом. Отличное питейное место. Рядом заведение Гизмо. Если что случится с тобой, иди к доку Морбиду, он тебя вылечит. И это все? Что тут есть такого? Ну, если мы недостаточно хороши для тебя, то проходи, приятель. Не задерживайся, понял? Да чё ты так взъелся-то? Точно, черт возьми. Не хочешь ли рассказать мне про Ну, город? Джанктаун не лучшее место, но это мой дом. Мы в основном торгуем или людей развлекаем, давая им ненадолго забыть о трудностях. Конечно, и свои проблемы у нас О, есть. давай, квестик. Проблемы? Снаружи на нас нападают иногда ханы. В последнее время, правда, они что-то притихли. Внутри у нас проблемы с черепами. Я слышал, что это происходит рядом. Но до нас это пока еще не дошло. Постучать бы по черепу моей тещи, чтобы не сглазить. Ну, ханы мертвы, поэтому... Чем тут можно заняться? О, у нас есть чем заняться. Спасибо. Не хочешь ли рассказать мне про Ну, город? Джанктаун не лучшее место, но это мой дом. Какие еще Мы в города тут основном в округе? торгуем. Ну, путешественники рассказывают про кучку сумасшедших на севере по прозвищу Гадюки. Группу придурков на востоке называют ханы. Ни те, ни другие не пригласили бы тебя на ужин, разве что в качестве закуски. Понимаешь, о чем я?
Каннибалы? Так, что еще есть вокруг Джангтауна? Ну, есть хаб на юго-западе, хотя на юг ходить не советую. О, Там Некрополь. Там это, климат плохой. Хоть дождь, хоть солнце. Ты понимаешь, о чем я? Спасибо за сведения. Да, хорошо, но побыстрее. У меня дел полно. Блин, он капец на меня взъелся. Господи, что такое-то, е-мое. Ты владелец Это магазина? точно. Может, не такой большой, как тот. Так, вещи. Гизмо передает привет. Едрить. Так, стопешечка. На. На, блин. Готово. Вы получили 14 очков опыта за то, что помогли Киллиану справиться с убийцей. Слушай, спасибо за спасение моей жизни. Смелый поступок. Похоже, у нас тут проблемка складывается. Я знаю, что за всем этим стоит Гизмо, но нужны доказательства. Не хочешь помочь? Конечно. Тебе нужно взять диктофон и записать откровение Гизмо. Или жучок вот этот у него в офисе поставить, как тебе больше нравится. И тогда он наш. Окей. Хорошо, я тебе должен. Вот жучок и вот микрофон. Дай знать, как сделаешь все. Удачи. Окей. Так. Лут мой не трогали? Ха. Винтовочка какая-то. Так, Джангтаун, сохраняемся. Чем я могу помочь? Угу. То есть эти вещи, если вот так вот делать, Чем то... я могу помочь? О, разные все-таки вещи. Мешок среднего размера. Рюкзак. Брелок. Связка ключей. Так. Счетчик Гейгера. Не знаю зачем, но возьму. Саквояж доктора. Черный саквояж содержит инструменты и лекарства, которые используют профессиональные врачи. Но я не профессиональный врач, поэтому мимо. Так, Дигл. Дигл. Так. Где там метательные ножи? Ух ты, ёб твою мать, а он дорогой. Так, где-то метательные ножи были. Вот они. Так, получается 2 штуки. Да, патроны возьму. Так, вот этот патрон тоже понадобится. Так. 4. Во, все. Хорошая сделка. Четко. Так, ну-ка посмотрим. Что рюкзак дает? В него положить вещи можно просто.
Окей. Не знаю даже, это как-то повлияет на переносимый вес в общем? Ну, то есть, будет ли это как-то, ну, помогать мне? Крестьянин, охранник. Так, вывеска теле развалина. Ой, это кто? Крепкая женщина. Добро пожаловать в разрушенный дом. Чем могу быть полезен, странник? Мне нужны кое-какие сведения. Я просто менеджер отеля, паренек. С меня вопрос невелик. Вот 50. Расскажи, что знаешь. Я знаю, что тебе как раз не хватает 50. Я сплетнями тут не занимаюсь. Понял? Приходи, если хочешь снять комнату. Окей. Член банды. Это черепа. Понятно. Не твое собачье дело, потаскуха. Кто ты и что ты здесь делаешь? Я Нолан, я здесь недавно. По-видимому, да, так как все здесь знают, что это территория черепов, ты бы лучше валил отсюда, пока никому не вздумал сделать тебе больно. Черепа, кто это? Это мы самая крутая банда в городе. Вообще-то мы единственная банда, но никто не смеет с нами связываться. А так вы вроде как заправляете всем городом, так? О, да, никто с нами не связывается, ну кроме, наверное, Киллиана, но он действительно крутой. Он тут типа шериф, и мы делаем все, что хотим. А почему вы тусуетесь с этими парнями? Мы как семья, мы заботимся друг о друге, ну, кроме Акулы, который вечно все портит, и Виктора, который всегда смотрит на людей как-то странно. Но Винни крутой чувак, и мы вместе мутим всякие темы. Ну, мы типа друзья, там всякая такая бодяга. Окей. И чем вы здесь занимаетесь? Мы тут тусуемся. Бывает, играем у Гизма или зависаем в выгребной яме. Иногда выполняем всякую странную работу для Гизма или всяких путешественников. Виктор любит выслеживать людей. Подумай об этом, и лучше держись от него подальше. Ты работаешь на Гизма? И что ты можешь о нем мне рассказать? Это большой толстый мужик, владелец казино. Он хочет править всем Джанктауном, но Киллиан сдерживает его. Правда, он платит весьма неплохо. Иногда он нанимает Винни или Виктора, чтобы они разобрались с теми людьми, кто приносит ему неприятности. Как, например, с тем незнакомцем, который приходил сюда пару недель назад. Кто вообще в банде? Ну, есть Виктор и Акула, которые тусуются в выгребной яме. Еще Винни, еще парочка ребят, которые время от времени здесь находятся. А где находится выгребная яма? Ну, грязный бар к северу, около казино Гизма. Пока. Окей. Может, с ними поболтать можно? Ты стоишь на территории черепов, чужак, говори быстро. Черепа, вы кто такие парни? Мы единственная неповторимая банда в Джанктауне, мы держим улицы прямо в городе ночью. Да ты школьный двор не удержишь, задохлик. Я думал, что в этом городе правят Гизмы. Этот слизняк даже подняться сам не может. Мы мускулы в этом городе, мы берем то, что хотим. Так, и как вы решаете дела с Киллианом? Мы не беспокоим Киллиана, а он не беспокоит нас. Пока мы не слишком шумим, понял? Отлично понял. Вы от него прячетесь. Мы от никого не прячемся, меньше всего от Киллиана. Хоть он и думает, что он прославленный шериф, это не значит, что он может приказывать черепам. Я не собирался вас злить. Окей. Блин, такое ощущение, что мне надо было включить диктофоныч для этой темы всей. Ну ладно. Пойдемте дальше.
У Гизмо включим диктофон. Вот Гизмо. Собака. Стоит так. Гав. Фил. Правильно, выстрели. Пристрели эту тварь. Что происходит? Может, ей можно дать что-нибудь поесть? Типа... Даже не знаю. Блин, у меня только бухло и стимулятора. Блин, я стимулятор на нее потратил. Наука на собаке. Окей. Ну, по сути, я просто зашел в дом. Собака мне ничего не сделала. Ну, собака явно что-то охраняет. Ну, видимо, дом. Так, а женщина что говорит? Может, не стоило убивать бедное животное? Да я никого не убил. Так, короче, зайдем в Гизмо. Эй, ты, вали отсюда, живо. Упс. Уберем ствол. Что? Привет. Можно вопрос? Уходи. Ничего. А для чего эти охранники тут стоят? Крупье. Игрок. Вот и Гизмо, владелец казино. Айзо. Так. Я пока сохраняться не буду. Подожди. Так. Чего тебе? Я занят. Убийца, которого ты нанял, не справился с заданием. Не знаешь. О чем ты? Ну, давай кое-что предположим. Предположим, что? Ну, скажем, ты нанял человека, чтобы убить Киллиана, убийцу подстрелили. Значит, теперь тебе нужен настоящий профессионал. Ну-ка. Попробуй угадать. Ты и есть этот человек? Да-да. А почему я должен тебе верить? Потому что грязную работу местным не поручишь, а я как раз из другого города. Ладно. Думаю, ты справишься. Но учти. Надуть тебя ты лопнешь. Те, кто пытался надуть Гизмо, сейчас лежат на кладбище. Ясно. А почему ты хочешь его убить? Намек ясен? Ясен. Все очень просто. Киллиан тормозит мой бизнес.
Так что... Ждешь его? Конечно, работа есть работа. Хорошо. Принеси жетон, который Киллиан носит на шее. Тогда я поверю, что он мертв. И помни, мы с тобой ни о чем не разговаривали. Окей, как скажешь. Ну все. Ну, магнитофон же он включенный, да, правильно? Все. Как будто бы включенный. Возвращаемся к Киллиану. Вот это я, конечно, прям нормально. Вроде бы все сделал правильно. Ну как, удалось добыть доказательства? Конечно. Какое? Жучок или пленка? Признание. Что там у тебя? Первый раз в жизни рад слышать его голос. Спасибо, дружище. Ладно, теперь нам надо еще кое с чем разобраться. Дробовик и патроны. Да? Ну, снова спасибо. Кстати, я собираюсь взять охранников и заставить Гизмо чесать из города вместе со своими дружбанами. Мне не помешал бы еще один ствол. Пойдешь со мной? Вместе посмеемся. Давай. Иди к Ларсу, он в отделении охраны. Он тебя запишет. И знаешь что? Этот город тебе обязан. Многим обязан. Найс. Так. Ларс, отделение охраны, значит он снизу. Ты готов помочь нам снять Гизмо? Давай, прижмем его. Хорошо, заделаем. Что ж, Киллиан нам... Вдвоем всегда было тесно в этом городе, пора вставить точку. Окей, окей. Так. Ах ты сукин сын, ты драться типа умеешь. Хотя... Господи, блин. Карате пацан. Че он мне сделает? На, держи в жбан. Да ёб твою мать, ты чё такой живучий? Готов, блядь. Спасибо тебе за помощь. Вот 500 крышек тебе всегда будут рады в Джанктауне. 500 крышек? Нормально. Так, быстрая реакция. У вас больше шансов опередить противника во время боя, так как каждый уровень этой способности повышает вашу реакцию на 2. Так. Лучше замечать детали поведения людей. Наблюдатель дает вам более подробную информацию о них, когда вы будете исследовать их. О, слушай, прикольная тема. Кажется, я зря тренированного брал. Ну или все-таки не зря, в принципе, нормально.
Быстрый доступ. Вы научились хорошо хранить ваше снаряжение и удобнее его упаковать. За каждый уровень этой способности временно доступ к снаряжению к поясу сокращается на... Но быстрая реакция крутая тема, как будто бы. Ну или прилежного ученика взять. Действительно, чем раньше, тем лучше, как будто бы. Да, не. Давайте быструю реакцию возьму. Или наблюдательность. А, говорун еще есть какой-то. Помогает получить возможность диалога. За каждый ее уровень вы получаете бонус плюс к 1 к интеллекту, но используется он только в диалогах. Подождите. Так это бесполезная тема, как будто бы. Ну почти. Или да? Хм. Ладно, давай говоруна возьму. Как будто бы единственная такая прям очень полезная тема. Так, легкое оружие на 10. Красноречие давай повышать дальше. Так, ремонт, взлом. Давай ремонт. Или науку. Науку. Ну так, пускай. Ладно. Че, пойдемте наверх. Надеюсь, толстяка Гизма можно будет залутать. Что-то меня выкинуло оттуда прям. Погодите, а дробовик какой мне дали? Тупо ну, этот... Или... Ну да. Блин, надо было стимулятора брать. Может, черепов еще ушатать. Хотя вроде как они разговаривают как подростки, типа а-ля, знаете. Как тупые дети. О, да. Сюда лут. Хавчик. Это что за... Маузер. Маузер калибра 9х19, парабеллум, в отличном состоянии, идеальная точность выстрела. Ну такой, да? Ну вот, давай проверим. А нахера мне рюкзак тогда вообще? В чем его прикол?
Пойдемте поторгуемся. Угу. Ну, здорово. Чем могу служить? А якутский язык сложно учить? Ну... Сложно сказать. Ну, то есть... Это же мой родной язык. Оно мне просто, ну... Так сказать, не то чтобы врожденное, просто, ну... Все время со мной разговаривали на якутском языке мои родители и так далее. И дома я с детьми тоже и с женой на якутском разговариваю. Ну и совпадение. Поэтому... Не знаю даже. Победил, да. Ну ты молодец, нога такой. Думаешь, якутский выучить? Ну, прикольно. Ну, блин. Насколько это может быть сложно? Не знаю даже. Ну, может быть, не так сложно. Может быть, не так сложно. Он же не имеет ничего что-то общее с тюркскими языками. Но турецкий очень похож на якутский. Ну и наоборот, так сказать. Турецкий Чем я прям могу помочь? такой нормально звучит. Типа будешь другие тюркские понимать. Ну, типа, я думаю, что да, наверное, бустанет тебя в этом плане. Ну, скорее всего, бустанет. Так, пойдемте с барменом попробуем поторговаться. Я просто тюркский язык не слышал, как он звучит примерно даже. Поэтому, ну, слегка без понятия, как это вообще может быть. Не удается отпереть дверь. Ну, понял. З. Ха. Он что, типа закрылся? Выглядит довольно дорогой, если вы собираетесь его украсть, то действовать придется осторожно. Кража. Вы успешно стянули урну с кухонного стола. Лол. Чё за урна? Урна. Прекрасная золотая урна, снаружи выгравирована надпись «Гарриет». Внутри хранится чей-то прах. Да. Да. Я занят, отцепь меня. Так, давайте собаке дадим мясо. Вы получили 100 очков опыта за то, что помогли Филу разгадать собачью загадку.
Собачья загадка. Вы видите собаку? Кажется, она бежит за вами. В смысле? А, типа собака теперь вообще со мной? Прикол. Так. Ну, мне вообще-то надо бы как-то с кем-то посторговаться. Для того, чтобы... избавиться от лишних вещей. Винни из банды черепов. О, опять ты знаешь, если ты не из черепов, то тут лазить опасно. Черепа, наверное, не сможет завалить спящего Брамина. И что у вас недавно интересного было? Ну, если честно, то немного, тут особо ничего делать. Акула обычно устраивал всякие драки в яме. Но всегда можете попробовать что-то новое. У вас же должны быть какие-то таланты, способности, хобби. Ну, я типа люблю рисовать, и Винни говорит, что я неплохо готовлю, но я имею в виду, нам весело, круто. Ну, а что ты собираешься делать, когда вырастешь? Они реально дети. Чем ты будешь заниматься? Как будешь зарабатывать на жизнь? Ну, я об этом как-то особо не задумывалась, но вообще-то Винни и Виктор как-то зарабатывают деньги. Акула иногда подрабатывает телохранителем, но не знаю. Ты бы как-то пыталась выбраться из всего этого, пока еще есть возможность? Думаю, да, никогда об этом особо не задумывалась. Вот это я ей прям сел на уши нормально. Че тебе надо? Пардон. А, погоди, пардон. Может быть обмен? Не густо, не густо. А может у нее что-то есть реально у Шерри? Ох уж эти. Должи немного денег. Капец, они печальные. Официантка. Обмен. Официантка. Стройную женщину с пухлыми губками. Я, кстати, в Хабаровске живу. Можно сказать, недалеко. Хабаровск. А. Я там в армии был. Воинскую службу проходил в армии. Хабаровск. На большом аэродроме. Большой аэродром. Эй, зайка, как дела? Обмен. Ничего. Нормально. Могло быть и лучше. Может, я могу с этим помочь? Может быть, сколько ты хочешь. О, зайка, если ты собираешься просить больше, чем ты можешь себе позволить, наверное, в другой раз. Мы увидимся. В смысле, у меня дохуя денег, типа. Ну ладно. Она только что лишилась безумно богатого клиента. Ладно, валим отсюда. Тут, я думаю, мы максимально хотя, блин. У Гизма же там ствол жесткий. Надо забрать его. Он наверняка дорогой. Черт бы его драл.
Здорово. Чем могу служить? Чем тут можно заняться? О, у нас есть чем заняться. Например, Спасибо. ну и Так. Ну, кстати, денежка прибавилась. Чё б такое им продать? Чё б такое? Ну, давай вот эти ножи. Угу. Все. чем я могу помочь? Так. Ладно, тут точно все. Ну все, я думаю, место освободил слегка. Блин, жалко, вещи нельзя засунуть в собаку. Блин, я бы ей отдал кое-какие вещи. Блин, вот собаки навесить... вот рюкзак бы навесить на собаку, вообще было бы круто. С точки зрения реализма это, конечно, полный бред, но... Ну, то есть, ну, может быть, это реально, но она же собака не дрессированная. Была бы дрессированная, все такое, то может быть, действительно было бы. Ах ты, сучий потрох. Так, ладно, что же мне в третьей части можно, да, там хер клали на реализм и всякие такие моменты, конечно. Кожаная куртка. Что же... Вот бухло. О, ну. Противоядие. Так. Ну, давай. Окей. Посмотрим, что тут есть. О, закрыто. Откроем. Не дается вскрыть замок. Не дается. Не удается. Ну, давай же, удавайся. Молодец. Журнал, посвященный стрельбе. Подожди. Давай попробуем что-нибудь придумать. Так, подожди-ка. Вот характеристики посмотрим. Так, легкое оружие 10. 70 точнее. 70. Так, юзаем журнал. И 73. Неплохо, неплохо. Так, сумка. О, сюда. Так, зажигалка. В хорошем состоянии. Беру. На вид очень неплохая кровать. Не все, тут больше ничего нету, да? Так, а это что за челики? Опа, тут что-то творится интересное. Так, сохранимся обязательно. Повторять все это дерьмо не хотелось бы. Гастофер. Ну, имя. Подтянутый, мускулистый мужчина.
Так, ну что за Гастофер? Извини, бой закончился. Когда следующий был? Приходи завтра, будет выступать Саул. Кто такой Саул? Местный чемпион. Сейчас Гизма на него ставит. Но Гизма больше нет. Так, обмен. Да мать твою. А что тут делаешь? Саул, дыши смеется. Ну, я боксер. Ох, я надрал бы тебе задницу. Так что у нас... Ну что ж, не знакомься. Я работаю на Гизмо. А он владелец вон того большого казино. Там он платит бойцам неплохие деньги. То есть, что еще тебе нужно знать? А как ты стал боксером? Мы с братьями в детстве постоянно дрались. Однажды небольшая банда налетчиков напала на Джангтаун, и я свалил одного из них на землю, прежде чем тот достал пушку. Повезло. Но Гизмо проводил бои за деньги, а мне надо было заработать. С тех пор я боксер. Ага. Так, что здесь можно сделать? Если тебе нужны товары, пойди в магазин Киллиан Дарквотер. Так, можешь ночевать. Ага. Если хочешь, можешь пойти выпить в выгребную яму. Но берегись черепов. Кто такие черепа? Черепа — это банда отморозков, они тусуются в развалине и в выгребной яме. Они любят играть с ножами. Что еще можешь рассказать? Познакомься с моим маленьким другом. Вы поглаживаете свое оружие. Но если ты ищешь кого-то, кто бы с помощью клавоков отретушировал тебе рожу, то ты попал туда, куда надо. И долго ты живешь в Джангтауне? Да. Ну ладно. Так. Вот это вот что за дом? А, смотри-ка, бар открылся. Мы закрыты, приходи обратно около 4. 4. 3 часа спать. О! Добро пожаловать в бар «Выгребная яма». Чем могу полезен? Обмен. Так. Давай стимуляторы. 14 бронебойные. Так, с удовольствием избавлюсь от одного дробовика. Ножик. Не шибко много он стоит. Тоже так себе. Фонарик. Ножик. Ладно, Игуаныча. Или все-таки вот одну пачку патронов. И Игуаныча себе верну. Еще ножик верну. А, пойдет. Так. А что случилось с призом, который стоял здесь? Какой-то ублюдок украл ее. Это был не приз, это была урна с прахом моей жены. Помимо этого бара, это самое ценное, что у меня есть в этой жизни. О, как. Мне нужна еще информация. Ладно, и что хотел узнать? Что можешь сказать об этом городе? Ну, недалеко от запада от нас есть казино Гизмо. Так, можно выпить?
Ядер кола, пиво. Ладно, пока. Так, член. Ох ты, нихуя себе, должи немного денег. О, сал. О, убирать эту поганую ублюдку, еще раз дотронется до нее, всех поубиваю. Нормально, слушай он его. Халявная броня. Можешь спросить тебя кое о чем? Кто эти сопляки? Это черепа, местная банда, одни подонки. Иногда они начинают заварушку за сущего пустяка, хотя обычно Киллиан держит их в узде. Еще поспрашиваю. Ладно, пока. Так, погоди, давай сохранимся. Я вот думаю, может вернуть ему урну. Вернуть урну. Спасибо, ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Теперь об этом баре. Теперь тебе в этом баре всегда нальют за счет заведения. О, держи свой заказ. Новое лицо, путешественник, кто-то пятачок за пучок, но ты не похож на остальных, выпьешь со мной? Конечно. Отлично, надеюсь, ты не возражаешь, если твое пойло хорошенько польют водой. Они тут относятся к пиву, как к растению в горшке. Ну что расскажешь о себе? Я тебя тоже могу такое спросить, но в знак дружеского расположения первое скажу. Меня зовут Тихо. Я пришел с востока, из земли, которая когда-то называлась штатом Невада. Как же ты преодолел все опасности? Меня очень хорошо натаскивали, да и оружие у меня было очень неплохое. Мой дедушка был следопытом давным-давно, а потом научил отца всему, что знал сам. Папа передал все мне, так что я знаю достаточно, чтобы не пить светящуюся воду, вот так сказать. В самом деле, нынче выжить не так уж и просто, ты, наверное, много знаешь. Да ну, в общем, мое семейство научило меня всему, что нужно знать для выживания. К примеру, никогда не пить воду, в которой нет ни насекомых, ни мха. Только ядовитая или радиоактивная вода будет такой чистая в пустошах. Но еще куча подобных вещей. О, например. Ну, если у тебя есть некоторое имя, я мог бы кое-что тебе рассказать. Конечно, было бы здорово. Надеюсь, мой небольшой обзор тебе помог. Нифига, я прокачал. Вау. Стой, не так быстро. Мы ведь так не закончили знакомиться. Помнишь, как тебя зовут, не знакомиться? Я рад познакомиться. Ходи осторожно, друг. Блин, классно, классно. Так, обмен. Так, стимуляторы. Так. Ножички. У меня только один ножичек. $150. Набор отмычек, он же не тратится, типа он же не расходный материал, это же просто как инструмент, который всегда с тобой. Или он все-таки как реально отмычка, которая была, в третьих, там, четвертых фалачах, которая, типа, тратится. Оно же, типа, бесконечное. Бәтем? Алхан кейіне орынығыр барыты? Ото мен орын бар, точнее. Многоразовые. Ладно, тогда этот продам. Блин, патроны дробовика может еще купить. Ментата или это бафаута? Дорогие. О, избавились от этого кожаного говна. Ну, давай еще на выпивку. Пойдет. Избавляйся от лишнего веса. Мне нужны сведения о местных гангстерах. Тут есть шваль и шваль. Одна шваль — это черепа, банда, которая зависает в клоповнике Марсель. Они просто второсортные хулиганы.
А вот вторая шваль ходит под рукой одного жирного ублюдка, какого ты уже, наверное, сам догадался. Вот эти парни организованные и опасны. Так, погодите. И что у меня по характеристикам? Как будто бы натуралист поднялся. Ловушки не поднялись, но натуралист, возможно, поднялся. Все. А, погоди. Там еще какой-то чел. Исмарк. Да, что тебе надо? Эй, неплохо поешь. Спасибо, что надо? Прямо хотел бросить несколько монеток в шляпу, так сказать. О, спасибо, тяжело быть голодающим артистом. Еще нужно будет что-то узнать, спрашивай. Где ты научился петь? А да, нахватал там и сям. Учился немного у старого певца в хабе. Немного набрался у мусорщиков в святилище, в могильнике. Ну, ты знаешь, надо просто побольше практики. А ты в других местах не выступаешь? Ну да, пою иногда в хабе. Бывал в братстве стали. Ничего себе. И святилище с караваном. А что? Я бы хотел узнать дорогу до братства. Братство пару дней на пути запад, немного север отсюда. Угу. Святилище. Иди на юго-запад, хаб, так, могильник, небольшой наполовину заводской город. Что еще? Ну, хаб, давай. Хотя я и так знаю, где хаб. Чем так? А это что за дом? Мусор. Коробки. Ну ясно. Ладно, пошли отсюда. Капец, я тут много времени потратил на самом деле. Ну, в плане дней. Так. Блин, или может пойти в братство? Погодите, это вот... Да, вот это братство, походу, да. О, что это? Город. Жутко. Так, пойдем, братство. Братство стали. Небольшое здание, окруженное забором металлической сетки, находится на севере. Территория патрулируется грозными охранниками в тяжелой броне. Паладин. Вы видите Кэб, это послушник братства Стали. Приветствую. Добро пожаловать в братство Стали. О. Что привело тебя сюда? Кто ты? Меня зовут Кэббет. Теперь я могу узнать цель твоего визита? Ну, можно задать пару К вопросов? сожалению, не могу. Мне это запрещено. А. Всего хорошего. Приветствую. Чем могу помочь? Ну, допустим, хочу вступить. Так, я поговорил с верховным старейшиной. Он сказал, что в братство может вступить далеко не каждый. Для этого нужно выполнить задание. Какое? Тебе нужно будет посетить руины древнего ордена. Они находятся к югу отсюда. И, разумеется, принести оттуда что-нибудь в качестве доказательства. Ну, я принесу какой-нибудь предмет, но как вы узнаете, что он действительно оттуда? Там много сложных электронных устройств. Ты таких больше нигде не найдешь. Ах да, еще там радиация. Ну, ладно. Сделаешь, правда? Вот здорово. Не забудь принести оттуда что-нибудь. Удачи! Поверить не могу, его отправляют туда. Сука. Привет! Ну, как успехи? Ну что ж, С ними не поторгуешь. О,
О, спасибо, Citizen, за рейд. Добро пожаловать, приятного просмотра, ребята. У нас тут Fallout. И потопали, пошли в убежище, пожалуй. Что это такое? Привет, Россия. Блин, какие здоровые крысы. Подожди. Нормально так попадаю. Вот и все. Так, двигаемся дальше. Так. Опа. Блин, Собакевич. О, убил, слушай, нормально. Блин, ну все Собакевич сейчас загрызут. Хорош, нормально добивает. Псина получает дар, но без какого-либо урона. Так, прикрываем. Офигеть. Не кажется ли собака имба? Собакин танк. Да вообще. Халявный опыт. Так, убежище 15. Блин, собака моя ёб твою мать. Да лол, Собакин! Жесть. Тяжело раненым выглядит. Так, сейчас собаку полечу. А как узнать, что, ну, сколько хп у собаки? Он выглядит раненым. Да, еще стимулятора накину. Все. Так. Так. Убежище 15. Вал 15. Она едва держится, и кажется, что ее давно разграбили. Ну ёб твою мать. Чё, крысы на меня даже не нападают? А, нападают. Блин, на самом деле надо бы второй ствол положить какой-нибудь.
Чтобы какие-нибудь дешевые патроны тратить. Черт. Я что-то пистолет продал, да? Чтоб такой калибр потратить. 10-миллиметровый я потратил. Ну, блин, этого. Ладно, давай дробовик возьму. Так, а фонарик? Я продал. Ой, блин, нифига себе. Чё такой здоровый, а? Так, берем дробовик. Елка. 20 урона. Да, это жестко. Компьютер сломан. Ремонт. Вы не можете это отремонтировать. Так, ремонт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 навык. Не можете отремонтировать. Ну, просто в принципе нельзя отремонтировать, наверное. Ладно, пойдем сюда. О, фонарик. Угу. Шахта лифта. Шахту лифта не так-то легко спуститься без веревки. Так, веревка. А она у меня как раз есть. Свинокрыс. А, какой маленький. Дерьмо. Так. Угу. Так, минус. ХП низкий. Ну, у него около, по-моему, где-то... Ну, не сказать, что прям много. Ну, может, где-то 50. Или 40. Я в него попал 2 раза, или типа того. Собаку. Сносил где-то 14. 10. И он уже был тяжело ранен. А, значит, наверное, 35 или около того. Ну, ё-моё, получается не так уж и много, на самом деле. Угу. Так, 0, 2, 2, 3. Какие-то патроны. 0, 2, 2, 3. А, вот эти вот винтовочные. Ну, это хорошо. Это круто. А, блин. Так, шкафчик. О, еще веревка.
Куртяка. А, погоди, там крысы, оказывается. Ядрить, я вообще никогда не промахиваюсь практически. Процентное соотношение вероятности попадания прям отвечает за себя. 95-65. Вполне себе прям бью ровно. О! Пропустил одну свинку. А там еще есть крыса. Тут прям надо музыку из Брата 2 включать. Большие города. По крысам стреляю. Так. А вон же еще один есть. Угу. Так, тут, скорее всего, также веревку надо юзать. Так, удар сильно ранит крысу и отбрасывает ее назад. Блин, их тут прям нормально. Много. Бэм, тварь. Попал, ядрить. Ну вот в этом уже нет, конечно. О. Давай. Да ладно. Промах. Ага. Да попади, ядрить, ты чё? Так. Блин, вот это я рофлю, конечно. Так. 10-миллиметровые бронебойные патроны. Так, кости, камни, стена, пещера. Ничего необычного. Кости, камни. Окей. Так, шкафчик. О,
Граната, ничего себе. Хорошо. Так, ну-ка. Пистолет, пулемет. Здорово, Гудзон. Привет. Ничего не происходит. Одну ядерку выпили. Старый добрый Фолоч, да. Он самый. Первый самый, ага. Ладно, постреляем слегка. Монтировка. Ну, ничего себе. Да, ё-моё. И вы продолжаете следить за этим камнем на случай, если не решат напасть на вас. Детство в жопе заиграл, студентом в нее много посидел. Нифига себе, я попал в ту дальнюю крысу. Ну вот только начали играть сегодня. И прям, блин, хорошо идем. Я тебе доложу. Прям супер хорошо. Залетел к ханам. Рядом вот с Shady Sense. Всех там убил. Но потерял Яна. Ну, в общем-то, равноценный обмен. Так. Теперь у меня топ броня одна из таких прям. Desert Eagle в руке. И я прям, ну и просто нормально так разношу. Главное не пролететь с водным чипом. Но да, кстати, вот это единственное, что может пойти не так. Это вот именно... Я сейчас проебусь именно с водным чипом. А. Компьютер сломан. Шкафчик. О. Ну... Как бы патронов от дробовика слишком много, как будто бы. В расположенном в этом направлении отсеках убежища, очевидно, было много хрупкого оборудования, которое сейчас уже уничтожено. Вряд ли найдется хоть что-то ценное. Компьютер сломан. И чё, и все, и пиздец. Ну, вот, допустим, короче, я такой, ну, типа, ну, а что мне делать? Я такой пришел в это место в надежде, что будет здесь водный чип. Но тут все уничтожено, обесточено, ни хера ничего не работает. Мои действия.
Все как в жизни. Да. Реализм. Окей. Все. Голяк. Уходим отсюда. Ну окей. Я такое узнаю, что рядом есть ханы. К примеру, иду к ним. Ну в принципе, у меня же есть как бы сведения о хабе и Джанктауне. Ну, короче, идем в хаб, получается. Если следовать логике полученной информации моей, то надо идти в хаб и расспрашивать о водяном чипе там. Чики. Все. Пиздошу в хаб. Блин. Налетчики. Ох, зря вы на меня напали. Ой, зря. Блин. Жесть. Не, ну собака ебашит, боже, да. У-у-у! Ну и чё? Далеко собралась? Лежать, блядь. Ну, я дал, конечно. Очередь прям, ну, нормально работает. Не, ну собака, да, хороша. Прям реально крутая собака. Чё-то в моем воображении эта собака прям такая... Ну, блин, прям овчарка, нахуй. Здоровая такая, и, блин. Злая овчарка. Ща, погодите. Дам-ка я собаке сейчас шашлындоса. Молодец, заслужила. Держи шашлындос. Молодец. Так. Блин, вот насколько она тяжелая. Вот это, по-моему, 800 стоило. У меня очень прям много весит. Что-то. Вот коктейль Молотова стоит оставить. Тут жучок мне нахер не нужен. Связка ключей-то еще ладно. Нож. Блин, все еще нет. Ну блин, ну сколько можно? Не, ну как-то это уже не очень. Увеличивает силу, обостряет рефлексию. Вызывает привыкание. Не. Скорее всего, от привыкания дебафы потом сильные будут. Такое себе. Динамит.
Ну да, попробуем все патроны вот эти вот оставить. Все равно. Не. Ладно, тогда уж, ну, не судьба, значит, насрать. Нифига себе, у них у всех такие, пока приколы были. Блин, винтовка дорогая, кстати, такая. Ну, точнее, не то сказал. Ну, короче. У 2 человек была винтовка. Патронов прям много. И сколько дней мне осталось? Что-то по ощущениям, как будто бы не так много. Хаб, торговая компания. Окей. Мы в хабе. Хаб. Караванщик. Так. Полицейский. Так, давайте пока уберем ствол. Тут, кажется, вообще в принципе в любом городе такое не любят. Так, просто полицейский. Какой-то крутой чел. Помощник шерифа. Мне эти ребята не нужны. «105 дней осталось». Ну, как будто бы время есть, да? Указатель. Вывеска. Так, О! Тут можно поторговаться, походу. Красный караван. Диметра. Это женщина? Привет, как дела? Меня зовут Диметр. Диметр Ромара. У меня лучший караван во всей пустыне. Ищешь работу для здоровья? Да, здоровья тебя хватает. Ну так что? Как раз тебя мы искали. Любишь острые ощущения, пульс висят над головой, ты видишь страх в глазах врагов. Мне нужен водяной чип. Водяной чип? Не слышал. Может быть, поищешь в наших магазинах, там кучу всякой ерунды продают. Так что работать на меня будешь? А сколько платят? 600 крышек за поездку. И это в одну сторону. Говорят, что мы выбираем опасные маршруты. Но они же самые интересные в жизни. Же должна быть какая-то перчинка, так ведь? Опасный маршрут? Разумеется, это опасно, иначе с чего без стол. Ага. Ну, берусь. Еще бы поговорить с Кэрри в соседней комнате. Она составляет... Ага. Так, мне торговец. О, вот Генерал Стор. Найс. Так, давай. О, книжек у него. Ну чё, начинаем. Так, нож нахер не нужен. Маузер. Надо бы глянуть на его урон, может быть. Да, кстати, черт побери, он дорогой. Может, он чисто просто по цене, типа норм. В остальном же он, наверное, бесполезный. Охотничье ружье. Сенсор движения.
Большая научная книга. Электроника. Учебник первой помощи. Скаут. Ну, веревка понадобится, наверное. Ладно, давайте я охотничье ружье продам. Плюс патроны к нему. Так, все бабосы давай. Так, слегка не хватает. Слегка не хватает. Чтобы ты такого... О, нормально. Антирадин. О, кстати, он мне, может быть, понадобится, причем сильно. Так, антирадину купил. Давай я тебе продам еще до кучи. Так. Рация. Незачем. Солнце. Что такое солнце? Ну, в смысле... Уникальная упаковка с странным неизвестным препаратом, вероятно, военного производства, не предназначались для повышения боевого потенциала солдат. Ага. Ну... Короче, похуй, давайте отдаем Маузера. О, даже не хватает. Впервые такое у меня. Чтоб не хватало. Так, что бы такого еще тебе отдать? Чтоб такого тебе отдать? Давайте дробаш нахер. Ну да. Ядеркол вернем. Это тоже вернем. Все. Договорились. Теперь учим книжоночки. Нормально, по времени все хорошо. Так, хаб сохранили. Характеристики. Так, ремонт 68, наука 59. Так, натуралист 25, хорошо. Было 17, если что. Так. Первая помощь 46. Ну, что-то есть, что-то есть. Так. Давай взглянем на другие вещи. Так. Вот так, да? Так, у него, наверное, новые крышки появились, хорошо. А что я хочу продать ему за крышки? Чтобы, ну... Так, в принципе, предложить нечего, оказывается. Так, я быренько в туалет.
Это типа папа. Так, это... Папа, это бомба. Это. Так. FLC. Что это такое? Дружественный заем. Мальтийский сокол. Так. Пш, иди сюда. Увидите человека, похожего на жулика. Что делаешь, Хаби? Не думаю, что это каким-то боком твое дело. Не заставляй меня потеть, я хотел бы по-дружески. Я хотел к тебе по-дружески. Лемми отворачивается. Лемми. Ну, жуликоватого вида. Все ясно ведь. Так. Ирвин. Боже, ты что, не можешь оставить меня в покое? У меня без тебя полно проблем. Проблемы? Может, я смогу помочь? Ну, не знаю. Для этого потребуется герой другого калибра. Вот что, давай, приходи, когда у тебя опыта побольше будет. Серьезно? О, стволы! А, мне денег нормально прям. Бет, хозяйка оружейной лавки. Приходи в любое время, но в рабочие часы, разумеется. Ёлы-палы. Сейчас сколько времени? А, 2 часа ночи. Давай подождем до полудня. Так. Кое-что купить. Такое. Такое. Ладно, давай поговорим. Может, она что-то знает? В городе можно заработать? Доска объявлений в центре торгового квартала. Посмотри там. Так, это что за место? Полиция. Дальнобойщики. Ну, кстати, может, дальнобойщики в курсе? Вообще звучит так, как будто не могут что-то знать. Рутгер. Буч. Здравствуйте, добро пожаловать к дальнобойщикам. Чем можем вам помочь? Вы можете перевозить воду? Мы, конечно, сможем перевозить воду, но это влетит вам в копеечку. Сколько вам нужно перевезти? Мне нужно достаточно воды, чтобы снабдить убежище. Она на севере в горах в Джангтауне. Целое убежище? Ты что, сдурел? Где мы тебе столько воды наберем? К тому же я не полезу в гору, у нас и так постоянно караваны пропадают. А еще кто-то может? Прости, ты же не местный. Торговцы водой занимаются всей водой в городе. Я бы не связывался с ними, это стая стервятников. Где мне их найти? Ну, не заметить их трудно. Они забаррикадировались на юге. У них там еще эта проклятая водонапорная башня. А чем вы тут занимаетесь? Я завидую. Ну, то есть я помогаю управлять дальнобойщиками. Если кто-то на нас наезжает, ему приходится иметь дело со мной. Мы торгуем разными товарами по разным поселениям. А чем торгуете? Всем, что только можно прийти тебе на ум. Медпрепараты, шины, оружие, патроны, едой, бромином и дерьмом, даже обрезками металла. Дерьмом металлом?
Ты удивишься, когда узнаешь больше о спросе. То, что является под ногами в одном месте, может быть роскошью поселений каких-либо 10 милях оттуда. Вам нужна помощь? Ищешь работу? Не так выглядишь, ты, в принципе, нормально. Думаю, тебе стоит поговорить с Бутчем. Он в том кабинете за спиной. Чего ты хочешь? Ха. Я хочу знать кое-что. Время, деньги. Пустые разговоры, деньги на ветер. Ты здесь по поводу работы? Да. Привет, Тундра. Наконец, хоть кто-то нормальный. Отлично. Поговори с моим помощником Рутгером. Он расскажет тебе, что к чему. Расскажи про работу. Ах, слушай, не тяни резину. Ладно, спрашивай побыстрее. Сколько платят? Обсуди это с Рутгером. Он решает. Хорошо. В чем состоит работа? У нас тут в последнее время пропало несколько караванов. Надо выяснить, что с ними случилось. Что от меня Все требуется? просто. Узнай, кто этим занимается, а потом расскажи мне или убей их к чертовой матери. Мне все равно. Главное, найди их. Какие-нибудь зацепки есть? Ну, люди рассказывают всякое, но я не верю слухам. Выкладывай. Ты Когти правда смерти? хочешь знать? В общем, говорят, что караванщиков убивают когти смерти. Но я больше ничего не знаю. Ты что, ее боишься? Слушай, ты... Я не боюсь. Я просто осторожен. С когтями смерти иначе нельзя. Иди поговори с Бет, она расскажет тебе, что к чему. Хорошо. Хорошо. Бет. Мы заплатим 500 хабаксов, если ты точно сможешь сказать Бутчу, что произошло с недавно исчезнувшим караваном, поэтому собирай все доказательства, какие только сможешь найти. Лично я думаю, что это чертовы торговцы водой, или те уроды с пушками из братства стали. Бутч думает, что это когти смерти или что-то в этом роде. Поговори с Бет, она должна кое-что об этом знать. А где Бет? Бет справа, прямо за той дверью, она здесь продает оружие. Угу. Спасибо, пока. Окей, пошли узнаем у Бет. Так. Можно задать тебе вопрос. Что ты знаешь о когтях смерти? Я думаю, это когти смерти убивают караванщиков. Может, еще и братство стали в этом замешаны. Очень уж они странные. Но это точно не торговцы водой. Ты не думаешь, что это торговцы водой? Потому что торговцы водой тоже пропало несколько караванов. Конечно, это не так много, как у дальнобойщиков, но все же. Почему дальнобойщики пострадали больше других? Может, им просто не везет? Не знаю, возможно, все дело в маршрутах, которые они выбирают. Или, может быть, дальнобойщиков вот подводит охрана. У них-то людей поменьше, чем у красного каравана. Может, у них грузы более ценные, кто знает. А может, они врут, если... или они все подстроили, чтобы люди им верили. Может, им просто не везет? Не знаю, возможно, все дело в маршрутах. Еще один вопрос о пропавших караванах. Почему ты думаешь, что в этом замешано братство? Ты что, не знаешь? Говорят, они приносят в жертву щенков и занимаются ужасными вещами. Правда, надо ж. Еще один вопрос о пропавших караванах. Еще вопрос про торговцев. Ну ладно. Что тебе удалось узнать? Что, Так.
Ладно, пошли сюда. Торговцам с водой надо пойти. Крестьянин, бродяга. Только грузы. Бродяги. Бродяги. Джейкоб, торговец с оружием. Добро пожаловать в магазин Джейка. У меня есть на продажу немало интересного. Смотри, выбирай. Что ты знаешь о водяных чипах? Мужик, я смотрю, ты ценишь действительно редкие вещи. Где же ты был пару лет назад, когда я тут продавал патроны с пулями из обедненного урана? Хотя чипами я не торгую, не берут. Что-нибудь еще? Тогда скажи, что же у тебя все-таки есть? Расскажи подробнее про снайперскую винтовку. О, ДКС, отличное дальнобойное оружие. Оно было рассчитано на калибр 308, но мы перестволили его на более распространенный калибр. Улучшили также и ствол. Самое главное, оцени ход курка. О, звучит неплохо. Посмотрим, может, договоримся. Огнемет. Штурмовая винтовка. Снайперская винтовка. Боевой дробовик. Слушайте, у них прям такие нормальные стволы. $6000. 6, сука, тысяч. Так. Ну, очевидно, я расстаюсь с этим дерьмом. Расстаюсь также и с пафами, ментатами, наверное. Так, патроны дробовика мне вообще нахер не сдались. Так. Не, но если я буду пользоваться этой штукой, тогда, может быть, мне не нужен дезерт с патронами. Так, где там мои зеленые патроны? Угу. Так. И до сих пор не хватает. Слушайте. Счетчик Гейгера есть. А что по гранатам? Не шибко ценится. Не, ну снайперка тема прям нужная. Хотя, может быть, штурмовая... О! Боевая броня. Ох, так, ну броня стоит очень дорого. Кстати, штурмовую винтовку я мог бы купить. Так, допустим, отдам ему 5 еще стимуляторов. Зажигалку как будто не стоит отдавать. Патроны эти еще. Антирадин нужен.
Так. М, 3000. Так, сколько мне надо дать? Так, давайте пока вот так вот понакидаю. Так, нужно отдать 411. Угу. Окей, нормально, вполне себе. Хер с ним пойдет. Так, ну и давай тогда еще патронов сверху накинь. Не, хотя шибко дорого, шибко дорого, шибко дорого. Да. Да, это жестко. Да, это жестко. Снайперская винтовка ДКС-501. Великолепное огнестрельное оружие. Ага. $14.34. Пистолет-пулемет, кстати. Полный кал. Ну да ладно, пускай будет. Чем могу помочь? Кто ты? Меня зовут Вэнс, и больше тебе ничего знать не надо. Подбросить тебе что-нибудь? Что продаешь? Вроде ты в номере. Вот мой товар. Нарколыгич. Окей. А что если я такой, типа, на приколе, чел? Пизда ему жестко вообще. Так. О, ты чё мою собаку ударил, урод? Ты труп, нахуй. Блин, вообще снайперка, ебать. Что делает? Нормальный такой урон. Существенный. 70 там дает. 60. Ребра мои. Блин, собака загрызла его. Угу. Так, красноречие. Все. Ремонт. Угу. Торчок. Смотри, какие цвета. Бедные торчки. Они теперь не смогут поторчать. Папа, где та собака? Собака. Это моя собака. У меня есть собака. Ну, вдруг понадобится. О, 1600. Хорошо. Так, наверное... Что это такое?
Суперкувалда, произведена братством сталь с использованием лучших боевых технологий, прилагается аккумулятор кинетической энергии для увеличения сбивающей сил. Ха! Ничего себе. Блин, вот это, конечно... $400. Так. 441. Угу. Все. Ассортимент у тебя, конечно, ничего, но мне нужно кое-что помощнее. Есть идеи, где поискать? С могильники, с оружейником поговорить. У них может быть что-то, что тебе подойдет. Еще братство стали. Окей. Так, мне нужны торговцы водой. Найти бы их где-нибудь. Слэпи. Что за слэпи такой? Вот он, паучок, дурачок. Где же луна? Что ты здесь делаешь? Знаю, потом ты знаешь, потом мы знаем, все знаем. Не, действительно, что ты делаешь? Я это, потом то, видел Гарольда. Гарольд прикольный, волосы выпадают и летят за ветром. Вон они, за ветром, как скажешь. Гарольд. Это гуль. Дай мне чупа-чупс. Подбрось мелочишки, а? Пожалей бедного старого мутанта. О, держи 25. О, спасибо это за гуль. щедрость. Знаешь, если бы я мог, я бы уже расплакался. Почему? С тех пор, как я сюда вернулся. С тех пор, как я сюда вернулся, хаберы мне покоя не дают. Все время кто-нибудь цепляется к бедному старому Гарольду. Но уехать я не могу. Все-таки здесь мой дом. Что с тобой случилось? После Великой войны мое убежище открылось первым. Ох, давно это было. Расскажи мне о том времени. Вначале загудели сирены. Хоть я тогда был молод, до сих пор все помню. Ужасные были годы. И вот однажды утром я покинул свое убежище. Где находилось твое убежище? Знаешь, я сейчас уже и не вспомню. На западе, наверное, или на востоке. Ох, не знаю. Чем ты тогда занимался? Торговал. Мотался от одного поселка к другому. Ох, много я тогда хороших ребят потерял. Как это случилось? Бандиты грабили наши караваны. А уж сколько мутантов тогда расплодилось. Приходилось кормить целую армию охранников. А откуда появлялись мутанты? Отовсюду. Но чаще всего с северо-запада. Значит, вы на северо-запад вы и носа не сунули? Нет, ошибаешься. Снарядили экспедицию. Ричард Грей. Бедняга Ричард. Ричард Грей. Он повел туда наш маленький отряд. Ричард Грей? Доктор Ричард Грей. Чуть постарше меня чертовски. Умный парень. База. Он и нашел эту чертову базу. Что же это было? Какая-то старая военная база. Ох, много наших ребят там полегло. Почему вы решили, что мутанты именно с этой базы?
Потому что их там были целые толпы. Они пачками на нас шли. Сразу стало ясно, что Вы осмотрели базу? с этой базы мы забрались очень глубоко. Наших к тому моменту уцелело совсем мало. Грей, я и еще пара человек. А потом? Потом погибла Фрэнсин. Ее подстрелил робот. Марка ранили, и его пришлось отправить на поверхность. Остались только мы с Греем. Что случилось с Марком? Не знаю. Здесь он больше не появлялся. А что стало с тобой, Греем? Греем? Я в пустыню больше не ногой, так что... В общем, с тех Тут пор я его не нормальный видел. капситора. Мы нашли главную лабораторию или что-то подобное. Вот тогда-то все и случилось. Вот это из-за радиации. Что? Нас сбил с ног робот-кран. Последнее, что помню, как Грей летел в какой-то чан с кислотой. Потом я отключился. Как же ты спасся? Убили. Моя любимая шутка. Моя любимая шутка. Понимаю. Очнулся я в пустыне, еле живой. Мне еще повезло. Через пару дней меня караван подобрал. Я тогда уже начал мутировать. Привезли меня сюда, и вот с тех пор я здесь. Из-за чего ты мутировал? Не знаю. Но все это началось после похода на базу. Может, это из-за радиации? Я-то откуда знаю? Вот Грей бы разобрался, если бы был жив. В общем, так все и было. Спасибо за историю. Тебе спасибо, что слушаешь старика. Интересно. Привет. Опять? Чем? Так, еще денежки ему дал. Так, ладненько. Тут ни хера нет. Так, в этом доме что есть? Тоже пусто. А там всякие крестьяне, бродяги. Ладно, нам надо, видимо, в другую сторону города. Но тут нормально так поживились. Убили нарколык, плюс купили нормальный ствол. Вообще годно. Годно. Так. Дружественный займ. Так, вот сюда вниз пойдем. А, доска объявлений, кстати. Нужна работа для наборщики, набирать людей. Так. Особая вакансия требуется наблюдаться, готовность к опасным путешествиям, обращаться в контору для наборщиков. Понял. Я этим уже занимаюсь. Флаг. Чат собора. А, вот они, Water Merchants. Эти ребята. Антон. Тоже радиация. Мутировала корова. Стала двухголовой. Кто это? Антон, який ти бля побут корова? Так, главный торговец. Все равно, что они говорят, нам нужны новые детали. А, да, извини, что я могу сделать для тебя? У вас есть водяной чип? Водяной чип? Это старый контрольный чип системы очистки воды убежища.
Что ж, от лица всего города заявляю тебе, что ты не найдешь здесь такого. Без соответствующего оборудования не бесполезно. Или, быть может, некрополь, от них будет какая-то польза. Некрополь, почему же им нужен чип? Но на самом деле это лишь предположение. Однажды мы пытались завязать торговые отношения с Некрополем, но они отказались с нами торговать. В наше время никто, находясь в здравом уме, не откажется от воды, если только у них нет надежной замены. Я так думаю, что у них должен быть собственный очиститель, иначе они давно бы уже умерли. Так, тебе нужно, чтобы мы отправились в твое убежище? Да, сколько это будет мне стоить? Ну, это довольно долгий путь. 2000 крышек покроют расходы на первый караван. И я уверен, что в твоем убежище найдется что продать. Чтобы поставки продолжительность еще... Так. Некоторые так сходи. Ага. Да, путь не близок, но в убежище полно товаров, чтобы покрыть твои расходы. Как насчет 500 для начала? Мне очень жаль, но не могу принять только всю сумму. Хорошо, вот деньги. Хорошо, я сегодня же смогу начать правку караванов в твое убежище. Тебе следует знать, что в пустыне караваны очень легко засечь. Отправляя караваны этой дорогой, мы рисуем подробную картину пути к твоему убежищу. Для любого, кто в этом заинтересован, ты все еще уверен в том, что хочешь, чтобы они шли этим путем? Ну, поторгуют-то ничего. Ну, хотя другие, конечно, будут теперь в курсе, что там. У меня явно осталось меньше 100 дней. Но я как будто бы успеваю. Ну ладно. Погоди. Я думаю, что я успеваю. Так, давай поговорим о другом. То есть расскажи о когте смерти. Дальнобойщики. Твою мать, так я с ней не договорюсь, да? О, аноним. Спасибо за 100 рублей. Витёки Хэнен. Махтал. Спасибо за поддержку. Хорошо. Ладно. Вот деньги. Да, вперед. Хорошо, они выдвигаются через несколько часов. Вы получаете 1000 опыта. Так, мне нужна работа. Отлично, ты нанят. Погоди, какая должность? Охранник каравана, верно? Да, точно, ты можешь работать у нас. Ты выглядишь подходящим. Трава есть. Хочешь получить? Поговори с Мартой. Так, подождите. Ай, блин, надо было сохраниться. Ладно, давайте тут сохранюсь пока. Хаб 2. Хорошо, ты получил добро. Я знал, что проблем не будет. Она в последнее время сильно занята, особенно с тех пор, как Даррен Хайтауэр стал прятаться в своем офисе. Странный человек. Мы уходим примерно каждые 5 дней. Это 1, 5, 10, 15, 20 и 25 число. Мы сейчас ходим только в Джанктаун и могильник Лос-Анджелеса. О, привет, Вупсток. Здорово. В Зучозис играл? Нет. Что за Зучозис? Здорово, давно тебя не видел.
Чё, как оно, как дела? Сколько платит? 2000 хабских долларов, это не очень много, но мы часто ходим, маршруты наши не слишком опасны, и это плата путь в один конец, хотя ты, как и любой другой, не обязан ходить в оба конца. Мы сегодня отправляемся. Интересует? Конечно. Давай, погнали в могильник. Новинка. Нормально, сын родился недавно. Поздравляю. У меня старший сын ходит в школу теперь. Теперь каждый день рано просыпаюсь. А тебе Пепси. Пепси делал. Так, ну мне Джанктаун вообще не интересен. Ну, могильник, может быть. Будь осторожен, я люблю могильник. Шутка там. Лучше спрячь оружие, пока ты тут. Ну все, бери деньги. 200, как договорились. Он достает старый кошелек. Что ты знаешь о могильнике? Место неспокойное, так что постарайся не лезть на рожон. В городе есть несколько банд. Этот район могильника называется Адитумом. Здесь заправляют регуляторы. Они по мере сил поддерживают тут порядок и очень подозрительны к незнакомцам. Советую сначала поговорить с кем-нибудь из них, а потом уже спокойно разгуливать по улицам. Я тут быстро осмотрюсь и вернусь. Увидимся. Так. Добро пожаловать в святилище, чужеземец. Следи за собой, и мы за тобой последим. Можно задать тебе пару вопросов? Так, что тебе известно о чадах Собора и последователях Апокалипсиса? И те, и другие просто психи. Последователи хотят, чтобы мы все стали вдруг мирными и счастливыми. Они не понимают, в каком мире живут. Чада поклоняются какому-то своему богу в своем соборе на юге. У них там даже есть госпиталь, но они все равно слишком тронуты, чтобы им доверять. Как не попасть внутрь? Прости, но у нас тут надо осторожно относиться к чужакам. Слишком опасно. Может, ты можешь пригодиться Циммерману. Окей, Циммерман. Так, вы видите сурового мужчину лет 30. Добрый день, чем могу помочь? Где мы найти Циммермана? Он в большом здании юго-запада отсюда. Надеюсь, он сможет связать пару слов и объяснить, что пора разобраться с клинками. А что у вас за проблема с клинками? Они что-то сделали с полоумным сыном Циммермана. Говорю тебе, лучше спроси об этом с самого мэра. Пойду поговорю с Циммерманом. Блин, что за святилище такое? Круто теперь ты, батя, да. Так, большой мускулистый мужик. Здравствуйте, чем могу помочь? Потеряться, как вас зовут? Меня зовут Смити, наверное, потому что я местный кузнец. Я хочу кое-что купить. Я бы порекомендовал вам посмотреть в магазине Тайна по эту сторону ворот. Я надеюсь, на самом деле... Ну, я здесь на самом деле не торгую, я продаю свои вещи Тайну или другим торговцам хаба в обмен на их товары. Окей. Окей, он не хочет торговаться. Адитум, мусорщик, регулятор. Любопытно. А тут что? Следи за собой. Так, житель Адитума. Так, кто такой? Чего ты хочешь? Кто ты? Я Джон Циммерман, мэр святилища. Какое тебе дело? Твои охранники сказали, что у тебя есть для меня работа. Может быть. Ты когда-нибудь имел дело со злобной бандой воров и убийц? Что здесь происходит вообще? Неужели во всей пустоши нет места, где бы не было проблем с бандитами? Ты имел дело с бандитами? Можно сказать и так. Хорошо, тогда ты, наверное, знаешь, с какими беспощадными кровожадными они бывают.
Клинки самый ужасный из группировок. Пожалуй, мы скромный, богобоязненный город, который лишь пытается выжить, а эти монстры охотятся на нас. Шепчет с придыханием. И наших детей. Что значит охотиться на вас? Ну, регуляторы не дают им атаковать нас в открытую, но это все, что они могут сделать. Чтобы обезопасить наше небольшое сообщество, они пытаются прокрасться внутрь, чтобы убивать наших граждан или похитить наших детей. И он делает паузу, чтобы собраться, прежде чем продолжить. Вот на прошлой неделе один из них прорвался через северные ворота с динамитом на поясе, чтобы взорвать казармы регуляторов. Все это без сомнений для того, чтобы послабить нас перед началом полномасштабной атаки. Ну и что с ним произошло? К счастью, регуляторы застрелили его, прежде чем он смог осуществить свой план. Я сам видел его труп. Значит, сам ты не видел, как он именно вбежал в город с динамитом на поясе? Это случилось посреди ночи, как я уже сказал. Я спал. К счастью, регуляторы ловят этих варваров, прежде чем они им удается проникнуть в город. Да, действительно, счастье. Очень предусмотрительно с их стороны. Было бы предусмотрительнее положить конец их грязным делам не раз и навсегда. Да, догадаюсь, ты хочешь, чтобы я всех убил? Даю тебе 2000 крышек, если ты убьешь их лидера. Мне нужна голова этой суки. Ой, хорошо звучит, хорошо. Такое ощущение, что у тебя есть что-то личное к ней. Она похитила моего сына, пытала его и затем убила. Они посадили его на кол прямо перед воротами. Ебать. Больные ублюдки, я возьму за это дело. Слава богам, наконец-то мой сын будет отомщен. А лагерь клинков находится на севере отсюда. Приходи, как сделаешь все. Ну все, пошел ебать их, пошел ебать. В частично восстановленном ночном клубе и вообще в окрестностях явно видны следы преступной деятельности. Окей. А, вот они, клинки. Вы видите крепкого невысокого мужчину с лохматой бородой. Давай, Блейдс. Член банды клинков. Привет, паренек. Что ты ищешь? Кто ты? Ну, я Макрей. Помогаю клинкам драться против когтей смерти. Ага, и этих регуляторов. Учи их маленько, как защищаться от всяких напастей. А что сделать с регуляторами? Я-то думал, что когти смерти отродье против природы. А оказалось, что эти регуляторы само зло. Раз в месяц приходят, рожи свои страшные кажут, да и уводят каких-нибудь малюток отца родного. В смысле? У них та же типа тема? Да, ужасно. Можно я еще кое-что спрошу? А чем я могу помочь? Ты хочешь с бритвой потолковать? Хорошая девчонка, если такие бывают на свете. Хорошо. А можно вас спросить? Кто ты? Ты видел когтей смерти? Видел их, ага, бежал, как прятки сверкали. Если уж нужны они тем, вон там, вот они, вот мы показываем на сток. Окей. Куда делись все девушки? Видите доганы из клинка. Любишь ядерколу? Это напиток жизни. Но если честно, у меня без нее голова начинает раскалываться. Сколько же ты бурды выпиваешь за день? Около 5 литров в день. Пиздец. Но, честно сказать, я раньше так, типа, ну, дело было, жил. В школьные времена. Благодаря этому жестко растолстел, пиздец. А что хорошего в ядерколе? Это напиток жизни, но, если честно, у меня без нее голова. Так, понятно, понятно. И это все? Немного от тебя пользы.
Что ты здесь делаешь? Так, кто тут главный? Бритва, поговори с ней. Окей. Прекрасная девушка, беспокойный мужчина. Кто ты? Меня зовут Кристина, я живу здесь со своим мужем Майклом. Ты можешь сказать мне об этом месте? Мы с Майклом недавно сюда переехали, так что тут не очень хорошо ориентируюсь. Говорят, к югу отсюда есть большая церковь, но я думаю, там... Но думаю, это все слухи. Что ты можешь рассказать об этом месте? Знаешь еще что-нибудь интересное? Янки Дудуль к нам верхом приезжал на пони. Шляпу круглую с пером, звал он Макарони. What? Что это было? Обмен? Это что за шифр был шпионский? Ладно. Привет. Мы, кажется, с тобой не знакомы. Чем могу помочь? Кто ты? Меня зовут Майкл. Мы принадлежим клану Клинков. Расскажи мне про могильник. На южной стороне города находится Адитум. Оружейники живут на северо-востоке, но чтобы попасть сюда, нужно пройти мимо когтей смерти. На западе обитает последователь апокалипсиса. Говорят, еще южнее нашего города есть какая-то церковь. Почему вы здесь поселились? А что, тут не так уж и плохо. Конечно, регуляторы и когти смерти это неприятно, но глава нашего клана Бритва в последнее время заставила их поутихнуть. А недавно Макрей начал учить нас приемам самообороны. Почему вы здесь поселились? Так, блять, или чё? А им не кажется, что их, дурят, не? Чтобы они сражались между собой. Такое ощущение, что... когти смерти людей убивают. Чем могу помочь? Ты глава этой банды? Банда? Мы не банда, но за советом и наставлением не приходят ко мне. Меня послал Симмерман. Заметно нервничает. Что? Он? Чтобы отплатить за смерть своего сына. Что? Это эти проклятые ублюдки, я их поубиваю, я их отправлю к праотцам. Это кого ты собираешься отправлять праотцам? Регуляторов. Это они убили Джоша. Я бы никогда не сделал ничего, что могло бы повредить Джошу. Это регуляторы, они всем заправляют святилище, а не Циммерман. Зачем регуляторам убивать сына Циммермана? Джош жил здесь со мной. Я имел в виду с нами. Он знал, что тут происходит на самом деле. Регуляторы сказали ему, что если он попытается связаться с отцом или вернуться в святилище, они его убьют. Они смеялись над ним. Они были так уверены, что он не сможет добраться до своего отца. Они его убили? А что он сделал? Потом однажды ночью попробовал пробраться в город, чтобы рассказать отцу о том, что тут на самом деле происходит. Я следил за переговорами регуляторов по рации в ту ночь, когда он попался. Она опускает взгляд и качает головой. Вот тут все и записано на гладиске. Почему ты не отдала его отцу Джоша? Да никто из нас даже близко не подойдет к святилищу. Нас пристреляют, прежде чем мы подойдем к воротам. Почему бы мне не отдать ему диск? Ты рискнешь жизни, чтобы помочь нам? Конечно, надо же вам помочь. Не думаю, что все получится без насилия, но нам нужнее всего оружие от оружейников. Так, я сам справлюсь с регуляторами. Но где там находятся эти оружейники? Почему бы вам не обратиться к ним? Они живут к востоку от нас, но на пути к гнезду когтей смерти. Мы никогда даже не говорили ни с одним из них. Ладно, давай мне гладиски, я пойду поговорю с оружейником, прежде чем увидеться с Циммерманом. Прикольный квест.
Так, постойте. Так. А куда это ведет? Что это за место? Эмблема. Последователи апокалипсиса. Катя. Ты не из этих мест. Кто ты? Меня зовут Нолан. А что, позволю спросить, ты делаешь в могильнике? Мне нужен водяной чип для моего убежища. Чип очистки воды? Не знаю ничего такого. Извини, у нас в могильнике такие технологии не часто встречаются. Вот разве что Майлз над чем-то таким работает. Майлз? А где его можно увидеть? Может, он поможет мне? Майлз живет в святилище. Он ученый. В основном работает с химией. Если кто-нибудь здесь мог бы выцегонить где-нибудь водяной чип или сделать такое, это был бы он. Что ты знаешь про святилище? Я вырос на святилище. Для меня, правда, там скучновато, огороженный самодостаточный город в южной части могильника, но не так далеко на юге, как Собор. Мы торгуем иногда с хабом. Что ты знаешь про клинков? Я с ним общался раньше. Для бандитов они не такие уж и плохие ребята. Они укрываются в старом клубе, есть несколько сторожевых постов. Если будешь вести себя осторожно, с некоторыми из них можно даже поговорить. Последователи. Это группа проповедников мира. Они живут в большой библиотеке, почти в центре могильника. Не могу сказать, почему их до сих пор не перебили. Бойцы никудышные, понятия о реальном мире у них отсутствуют, зато они вежливые и образованные. Могильник достаточно враждебное место. У меня никогда не было возможности уехать отсюда. Будь она, я бы воспользовалась. Так, посмотрим. Еще есть собор. Там у них какая-то секта. Хаб, каравана. Я не шучу, если ищешь попутчика, я с тобой, все лучше, чем провести остаток жизни в этой чертовой дыре. Ну, давай. Ну. Какие у тебя боевые навыки? Ножи и автомата. Ну... Ножи и автоматы. Возьми автомат. Будь поблизости. Так. Будь начеку. Катя воровка. Катя воровка. Николь. Поздравляю. Эй, мы рады, что ты теперь с нами. Мы надеемся, тебе понравилось наше скромное жилище. Спасибо. Можешь рассказать мне немного побольше, чему вы поклоняетесь? Мы не столько поклоняемся, сколько следуем нашим принципам. Мы хотим принести мир на эту покинутую землю. Мир движется к разрушению, и мы пытаемся это изменить. Как это случилось? Мы пытаемся напомнить людям о том, почему произошла Великая война. И помочь гарантировать, что это не повторится снова. Вам это все Мы удается? никогда не перестаем надеяться. И не предадим. Хотя многие из нас в эти дни живут под дулами ружей. И нас беспокоит чадо собора. Что с ними? Они заявляют, что хотят мира, как и мы. Но любой, кто не соглашается с ними, просто исчезает. Их темный бог не то, чем он кажется. Поверь мне. Откуда ты знаешь? Называет инстинктом до ночи.
и нам они не показались похожими на миротворцев. Их больницы и послания о мире делают их привлекательными, но мы знаем, что там есть зло. У тебя есть какие-нибудь догадки? Несколько шпионов видели, как Дитя Ночи приходит и выходит из задней двери храма Чад. Там происходит нечто важное. Ну, я сообщу обо всем, что смогу узнать. Отлично. Мы могли бы использовать любую информацию. Ты хочешь узнать что-то еще? Да. Спрашивай, и я отвечу, если смогу. История за последователями. Что ты хочешь узнать? Кто основал это После движение? того, как мародеры убили моих родителей, пришло время остановить убийство. Наша цель — вернуть этой земле ее первоначальный облик, какой она была до войны. Мне жаль твоих родителей. Спасибо, я ценю это. Ты спрашивай, и я отвечу, если смогу. Так, обмен. Ну-ка. Голяк. Что ты Так. хочешь узнать? Кто основал это После движение? того, как мародеры убили моих родителей, Какие мародеры? мы никогда не узнали. Хотя мы слышали о группе, базирующейся на севере, в старом разрушенном городе. Мы оставили все как есть. Почему нет? Ты могла отомстить. Мы здесь, чтобы установить мир, а не убивать из ненависти. Очень благородно с твоей стороны. Я бы убил их всех. Я не удивлена. Последователи здесь, чтобы убедить в здравом смысле таких, как ты. И вы не считаете, что насилие иногда полезно? Ты просто еще не можешь воспринять разницу. Ну, даже Бэтмен был бы против такой темы. Так. Так, книжные полки пустые. Без консервантов и красителей. Выглядит хорошо. Ножи. Так, погодите, они же на меня, наверное, нападут вообще. Что бы я ни делал. Они ж типа такие пуси. Ну, типа не пуси, ну, типа, ну, вы поняли, короче. Ладно, пойдем-ка вниз. Их прям много. Но они прям реально безобидные челики. Лохи. Ну, не то чтобы лохи, но немного вот реально как будто бы оторваны от реальности челики. То есть, ну, в мире Fallout без насилия собираются тусоваться. Ну, блин, удачи с этим, так как говорится. Хотя у них тут есть ножи. О, гуль, нифига. Приветствую тебя, брат. Мое имя Талиус. Чем я могу помочь тебе? Меня зовут Нолан. Что ты здесь делаешь? Приветствую тебя также. Да, вот так скажем.
В секту последователей я был принят весьма просто. Это последователи спасли меня от окончательного превращения в отвратительное животное. Я не совсем понимаю, пожалуйста, продолжаем. Когда-то я был тем же, чем ты являешься сейчас, чистым человеком. Но дети ночи захватили меня и отвезли в некое отдаленное место. Я был не в том состоянии, чтобы наблюдать за происходящим. Все, что я помню, это то, что я пробудился здесь, а за мной ухаживал добрый доктор. Мне и правда очень жаль, что ты попал в такое положение. Я найду тех, кто сделал это с тобой, и исправлю ситуацию. Я здесь помогаю этим добрым людям постигать учение чад собора. Так ты шпион чад? Нет, я никакой не шпион, хотя многие думают так же, но некий шпион здесь есть в пределах нашего скромного обиталища, но, увы, мы не способны познать шпиона. Тогда как ты помогаешь последователям? Скажи мне, что ты знаешь об этом шпионе, возможно, я смогу помочь. Ну, я знаю очень немного. Единственное, что я знаю, только наши разведчики иногда приходят к чадам, чтобы шпионить за них. Больше никому это не разрешается, так как это очень опасно. Тогда это мог быть разведчик. Я займусь этим. А кто из них разведчик? Кто-то стоит. Ну стой. Да ё-моё. Ходит и ходит, ходит и ходит. Последовательно. Так, ну пойдем. А что они сделают, если найдут шпиона, господи? Спрашивай, и я отвечу, если смогу. Тебе наверняка приходилось... Спрашивай, и я отвечу, если смогу. Нет, но я знаю кого-то, кто сможет. Иди в собор и найди женщину по имени Лаура. Скажи ей пароль «Красный всадник». Мы проведем диверсию, если сможем. Я могу использовать любую помощь, которую получу. Наша судьба лежит перед нами. Окей. Последовательно. Головорез. Так, вот это что такое? Какие-то головорезы. Увидите здоровенного охотника с головами. На значке у него написано: «Я Кристофер, это мясо». Чего ты хочешь? Пончик. Мы тут утопников не жалуем, отвали. Так, погоди. Что ты тут сделаешь? Не твое дело. Что если я попытаю удачу? Бля.
Так, удар причиняет сильную боль. Ага. Так, собаку не убейте, уроды. Блин, ну ты чё, собакен? Ёб твою мать, он 2 стимулятора принял. Ну да ладно. О, все, он ослеп. Нормально, четко. Блять, О, все, Авилон умер. Нихуя себе, Авилон убили. Это же автор игры. На, ебать, минус нахуй. Блин, да как ты мог промахнуться-то, лол? Ах ты пизда ебучая, ты убила мою собаку нахуй. Ах, ебучая Катя нахуй. Она реально убила мою собаку. Пизда. Блин, этот хуй убежал. Ваши... Паршиво. Да. Капец, Катя, конечно, насрала. Что сказать, ну что сказать. Бля, я в собаку попал, бля. Да ну нахуй. Не, ну так нельзя. Угу. Ебать! Ваша жизнь... Охуеть, он мне прям... Никаких шансов не оставил. О, ебать, мне повезло. Авилон получает критическое ранение, глаза теряет... Ага, все, ему пизда. Блять, ты шлюха ебучая. Пиздец она, тварь ебаная. Я просто, бля, поверить не могу нахуй. Она просто, блядь... Ебанула по мне и собаке нахуй. В очереди.
Какая же ты тупая сука. Я в ахуе. Так, погодите. Максимальный вес. Держись от меня далеко, нахуй. Нихуя себе. Окей, окей. Вот это нормально. Нихуя. Пиздец. Ну, кажется, я сейчас, ну, просто, да. Ну, нормально сделал. Да. Так. Не, погодите. Это немного не то. Джейн, пациент, Торндайк, Эчтка. Зачем вы беспокоите старейшину собора? Опа. Я пришел за благословлением. Тебе приходилось изучать причастие, дитя? Да. Тогда тебе было бы известно, что старейшины собора не раздают просто
Мы не хотим тебя здесь. Блять. Мать Джей не хочет, чтобы с тобой кто-то разговаривал. До свидания. Вы не увидите ничего необычного. Доктор. Любопытно. А. Да, действительно, ты работаешь на Буче, поэтому все товары скидка 15. О, красиво. Так, пойду-ка я лучше к тем крутым торговцам. Вот тут. Bazoocation. Так. Так, сколько мне патронов? О, нормально. Блин, может все-таки гранат купить?
Да. Ну, вообще один такой сколько стоит? Ну, вообще, если подумать, да, как будто мне этот автомат нахер не впился. Так. Угу. Так, если еще вернуться туда, то можно неплохо так нажиться. Что ты знаешь о пропавших караванах? Мы потеряли только 2 каравана, понять не имею, почему дальнобойщики так не везет. А сам что думаешь? Не знаю, что... Угу. В феврале 3-го. Январь 26-го. Охуеть долго ждать. Рик. Что ж, меня интересует убийство мистера Хайтаура. Время отрабатывать зарплату. В смысле, блядь?
Чего, блядь? А почему это началось? Блять, это Катя ебучая. Угу. Так. Я скормлю тебя собакам. Я скормлю тебя своей. Вот она и поела. Так, погодите, а что за прикол вообще? Почему я вообще ёбнул их? Как-то радикально получилось. Уронил оружие. Леон. Говорит, крутой хер. Бля. Джордж. Нормально так похилился. Пиздец, ну как я в собаку-то попал, блин? Нормально, бля. Ну не знаю, что я тут делаю, но вроде как что-то жесткое получается. Катя умирает. А, это Катя была. Ладно. Хули он там внутри делает, я не понял.
Блять, ёб твою мать. Кто это? Даррен Хайтауэр. Жена Хайтауэра умирает. Ради такой мелочи я убил его. Я не понимаю, что за хуйня случилась вообще. Я просто поговорил с охранником Хайтауэра, Риком, нахуй. И что-то, блин, ну я просто не знаю, блять. Видимо, сильно нагрубил, то ли что, ну просто все понеслось. Не так, как надо. Ну, блин, да, ладно. Все вышло из-под контроля, как говорится. Я, если честно, не понимаю, зачем я их убил. Ну, наверное, это какой-то квест, который я выполнил заранее. Эрвин. Поверь мне, трагедия, теперь все не так, как раньше. У меня есть небольшая ферма за городом. Пару дней назад толпа налетчиков возникла буквально из ниоткуда. Они захватили мой дом, и теперь у них там лагерь. Они убили мордашку моего ослика. О-о-о. Так, все. За мордашку. Сейчас буду разъебывать. За мордашку. Опачки. Теперь моя очередь. Давай. Пизду сюда. Блять, да как это вообще, ну, возможно, нахуй? Так, минус урод.
Так. Блядь, только собаку не убейте. О, одно хп. Налетчик получает ранение. О, собака вообще ёпта мать. Так. Ну все, пизда. В смысле? Да ладно. Едрий чел. Да охереть, как я мог промахнуться-то? Бля, ты собаку убил. Да, это жестоко. Козел. Сука. Блин, ну за собаку обидно. Братва, мы не хотим стрелять. Мы наблюдаем. Ну, наблюдаем. Да, скажи это собаке. Собаку убили. Песеля больше нет. Металлическая броня. Да, невозможно, да? Ну ладно. Конечно, дружище. Спасибо тебе огромное, извини, но у меня нечего тебе сдать. Вот разве что эту пушку. Возьми, это награда.
еще за пушка? Хуя? Ну, окей, ладно, это неплохо, действительно неплохо. Мощный пистолет он мне дал. Чрезвычайно мощный. Кажется, это самый мощный пистолет, что есть вообще в игре, в принципе. Нет лучшего способа найти воров, чем самому присоединиться к каравану. Так. Угу. Нормально. Так. Получается, теперь мне вообще даже не нужны вот эти патроны. Вот эти пистолеты. Только вот эти патрики. Угу. Все. В феврале 28-го. Пизда.
Так. Пошли в собор. Шайка бандитов. Окей. Угу. Нормально так. О, аптечка. Хорошо. Окей. Собор. Так, окейушки. Приятно встретиться, заходи. Разведчик последователей. Приветствую тебя, друг мой. Рад видеть тебя. Положи свое оружие, ведь здесь ты среди друзей. Приятно осознать, что ты среди друзей. Как дела? Просто восхваляю Создателей. Я никогда не устаю восхвалять Создателей. Почему бы тебе не восславить Создателя со мной? Ну, разумеется, хвала Создателя, но как тебе? Это был превосходный разговор, но мне надо идти. Как скажешь, как скажешь. Так. Пашка 322. Спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Тот самый пес из фильма «Бегущий по лезвию». Да, взял его. А, это он, да? Ну, я понял. Ну, это четко, это четко. Тот самый, да. Чтец. Подросток. О, привет. Привет. Как дела? Отец BTS запрещает разговаривать с незнакомыми людьми. Вот когда наступит единение, незнакомых будет... Не будет. Так, давай зайдем. Так, женщина. Я не люблю разговаривать под дулом. А, блин, да господи. Давай. Привет еще раз. Надеюсь, тебе здесь нравится. Конечно, сестра, хвала Создателю, хвала Всевышнему Пламени. Ого, точно. До встречи. Не, погоди. Мне приходилось видеть ее более возвышенную форму развлечений.
Понятно. Разведчик последователей. Разведчик, разведчик, разведчик. Дверь. Так. Чтец собора. Лаура. А, Лаура, я ее знаю, лол, да. Приветствую, брат. Чем я могу тебе служить в этот прекрасный день? Чем ты мне можешь послужить? Ты Лаура? Совершенно верно, это я. Тебе что-то нужно? Николь отправила меня поговорить с тобой. Николь? Прости меня, но я не знаю никакой Николь. Но она просила меня сказать тебе красный всадник. Извини, я не знаю. Идем со мной туда, где мы сможем поговорить. Окей, окей, окей. Пойдем, пойдем. Итак, что я могу для вас сделать? Мне нужно тебя кое о чем Хорошо, но нам надо спросить. Какой план чат? Чады повсюду организовывают госпитали. Похоже, они пытаются сделать так, чтобы люди стали им доверять. Это работает? Да, действительно, похоже на то. Я к тому, что люди собираются в их церкви. Разве они не видят, что это обман? Как мне их остановить? Найди создателя и останови его. Что ты узнал про этого создателя? Не особо. Чады поклоняются ему, и иногда огромное видение его появляется в главном нефе церкви. Так он на самом деле И существует. да, и нет. Однажды я пробралась вперед и увидела под алтарем странное механическое устройство с линзой. А, голографический проектор. Так что я уверена, что создатель этот из плоти и крови. И еще мне кажется, я знаю, где он. Где же? Иногда Морфеус спускается по потайной лестнице, которая ведет под церковь. Там он проходит через тайную дверь с помощью какого-то ключа. Я думаю, что создатель там. Ты знаешь, где лежит этот ключ? Ну, я бы сказала, он носит его при себе. А, дверь? Да, конечно. Пошли. Окей. Так, значит, мне типа кража нужна. Или просто, ну, убить его. А. Unity pray follow. Unity pray follow. Круто. Торговец. Так, поторгую. Что продаешь? Сувениры. Опа, книжка, тема. Так, ну и крышечки понадобятся, наверное. Так, чтобы тебе такое продать? 400, да? Ну, не патронов овер до хера, на самом деле. Так, еще давай. Угу. Пойдет, пойдет. Только у Морфеуса есть ключ от этой двери, я ухожу, мне нужно рассказать Николь обо всем. Так. Окей. Крепкий мужик. Ну, наверное, это Морфеус.
Один из детей ночи. Охуеть. Создатель, я уже прошел обращение. Создатель. Кража. Так, ясно. Это просто какой-то хер. А. Нормально, он мне въебал. А, так со мной типа челики есть. Нормально, хорошо. Все. Часового дитя ночью убили. Так. Уф. Пиздохеншвайны. Один разведчик просто отлетел к хуям. Оу, щит. Миниган. Невидимка. Я ж с минигана не смогу пострелять, да? Ядрить один вообще с огнеметом. Перед вами компьютер Mac 4. На экране возникают цветные узоры. Ух ты, ничего себе. Так, собор, сохраняемся. Да ладно. Окей. Монитор мерцает. Нормально мне так книгами балуют. Ремонт 88. Наука 63. Угу. Угу.
Да ёб ты, чел, попади. Да блять, как я... Охуеть. Все, ГГ. Жестко. Ваши 48 урона от огнемета. Так, теперь я невидимка. Лежать. Все, кромсайте его. Блин, вообще урон даже не проходит. Серьезно? Пизда, ебать. Ну пиздец, ну как так-то? Ну, слава богу, ты выжил. Блять. Я играю еще в Heavy Rain. Смотрел, как некоторые стримеры на нее неуклюже проходят, все дохнут. Аж захотел спасти перцев. Блин, Heavy Rain. Я, кажется, как будто слишком много раз проходил. Ну а так, да, хорошая игра. По-настоящему хорошо. Вы получили 1000 очков опыта за то, что убили лидера чат собора. Есть. Блин. Ну и минус я. Блин, против огнемета нет приема. темнота. Так, а что если я сделаю вот так? Потом вот так и вот так. Не особо спасло. Блин, этого лидера надо убивать срочно. О, хорошо. Так. Потом вот этого мутанта надо срочно убить. Блин, этот чел был крутой. Моя рука. Блин, ничего себе, что? Вы получили критическое ранение, потеряли 12 здоровья, удар пробивает вашу броню, сбивает с вас с ног. А что? Почему? Ну ладно. О, я убил этого огнеметчика сраного в голову просто. Не, мне за лидера 1000 дали. Блять, я не в того стрелял, прикинь. Бля, я не в того стрелял. Или они все с огнеметами? Ваши кости. Ну этот файт, конечно... Кстати, у меня же гранаты есть, лол. Ё-моё, у меня же гранаты есть.
Я в ахуе просто. Метнуть. На, епты. По 19 урона. Бля, ты просто, сука, долбоеб, нахуй. Я просто не понимаю. Блять, 95% вероятности попадания лежачего. Он стреляет впереди стоящего. Как такое возможно? Я просто не понимаю, серьезно. Как это, блядь, произошло? Вот просто в принципе, блядь. Че за бред вообще? Блин, пожалуйста, дай мне. Ой, неплохо. Вообще неплохо. Его должны сейчас убить прям. Да ладно, вы еще не убейте его. Да вы прикалываетесь, что ли? Сука, да вы прикалываетесь. Не, вы реально прикалываетесь. Не, надо стрелять обычными. Хорошо. О, хорош, хорош, хорош. Пиздец, он сбрил нахуй. Я в кого стреляю-то, блядь? А, я в Катю целился, бля, боже. Ой, бля, что за хуйня? Ладно. И... Минус Катя. Так, слушайте, я походу остался один. Ебать. Че так жестко-то? Ослепленный мутант пошатывается и не успевает подготовиться к следующему удару.
Охуеть. Да ладно, сука. Ебать, он выжил, она выжила. Йоу, как, в смысле? Хорош. Блять. Темнота за гроб. Он убил меня и своего лидера убил. Хороший супермутант, хороший. Да, ё-моё, просто. Нифига, дитя ночью умирает. Хорошо. На, ебать. Хорошо, хорошо. Ну как? Жесть, нам повезло. Так, вот этому... Блин. Поближе встать надо как-то. Ну да, попробую. Не, хуйня. Давай огнеметчика лучше убью. Это же дитя ночи, да? Вот правильно, это он? По-моему. Охуенно. Вау, охуенно просто. Охуенно. Ваш облученный труп не заинтересовал даже стервятников. Ебать. Вот 50 с чем-то процентов попадания. Стреляя в голову, блядь, здоровому ебучему супермутанту. Нет, нахуй, в затылок, блядь, вот справа стоящего где-то в ебенях чуваку ебашу просто. И тот умирает. Да, прикольно. Слепнет. Пойду-ка я поближе вон к этим уродам. Надо их ебашить, ну реально. По-другому надо играть. О, минус дитя ночи, заебись. Он убил Морфеуса. Найс, последний остался. Так. Ну это, ну тут уже надо, да, прям вообще победное. Ах ты, блядь, какая-то... Сука, ну не может этого быть, нахуй! Ну как так-то, ебать? Ваша жизнь закончилась в пустыне. Пиздец, нахуй. Я, кстати, сейфскаум не занимаюсь, блядь. Я прям во время боя не ебашу там, типа...
Но это меня особо не спасает, как бы. Ну, в том плане, что... Ну, поняли. Беда. Сейвскамить надо. Ну, также, типа, говорят, неинтересно. О, блядь. Ну, классно, чё. Офигеть. Попадает, что ли? Блин, если бы сейв скамил, то я бы давно уже прошел этот момент. С первого раза прошел бы, конечно. Он пилой бьет, как будто бы. Традиционные имена в древности какие были? Сложно сказать. Этот хуй стоит тут, она здесь. Каким блин, я не понимаю просто. Сложно сказать, сложно. В том плане, что я-то и не знаю, но разве что, если вспомнить, то по-любому был Нюргон. Ваши... Если брать какие-то догадки из эпоса Лонхо, это мифология, ну, грубо говоря, книга о мифах народа Саха, то точно был Нюргон. Скорее всего, Чагыл. Возможно, Тимери. Кто еще может быть? Сорон. Ну так-то да, ну нормально так много. Прям все сразу не перечислю. Ну вот Нолан, например, это же традиционное имя. Но Нолан тоже, да. Я так хотел сына назвать. Но родственники были против. Поэтому я канал так назвал. Ноланом. Вот меня, например, Джулустан зовут. Тоже традиционное якутское имя. Но насчет того, что оно древнее или нет, не знаю даже. Ну, скорее всего, все якутские имена в той или иной мере древние. Ну, как бы не думаю, что станут придумывать какие-то новые имена. Ну, я, по крайней мере, в этом особого смысла не вижу. Блин. Мне нравится, что сохраняют традиционные имена. Да, это же хорошо. Все равно, как бы то ни было, это, ну... Было бы очень странно, если бы вдруг... Ни с того ни с сего
какая-то уникальная идентика твоего народа, она вдруг исчезает только лишь потому, что, ну, случилось какое-то давление со стороны более многочисленного народа в плане, ну, к примеру, когда, получается, русские Ваши пришли гости на отбыли. земли Якутии, они принесли с собой еще эту самую христианство, короче, религию. И по сути, там, чтобы как-то было более-менее нормально, то есть какие-то более, ну, так сказать, более нормальные условия жизни, якутов принуждали, ну вот в те времена, народ Саха принуждали принимать христианство и брать русские имена, типа Николая, Петра, Васи и так далее. Там Михаила и тому прочее. Поэтому многие вот люди из нашего народа имеют русские имена. По большей части. Ну, типа, вот причина вот такая. Почему так случилось? Пиздец. Я даже не удивлен, что это случилось вообще. Ваши... Вообще ноль удивления. 60% вероятность попадания, блин, в упор. Пуля летит ровно мимо. Нормально. Сложный файт, да. Супермутанты при всем этом еще и, сука, такие типа полупрозрачные из-за колец невидимости. Устройства этих сраных. И оружие у них довольно очень такие мощные. Массово бьют. Причем мне еще должно вести безумно жестко, чтобы я мог что-то сделать в этом файте. Охуенно. Короче, я по-любому должен убить первого часового. Прям, ну, гарантированно, чтобы я что-то смог сделать здесь. Мне надо убить прям очень быстро в первых же ходах вот этого сраного часового. Ну, пизда, все, не получилось. Не фартануло. Сразу можно перезапускаться. Вот, хотя бы попади, блядь. А нельзя убить одного и свалить? Ну, кстати, не знаю. Вопрос интересный.
Ага, пизда. Ну тут хуй. Ваш Они жестко целятся именно в меня, а остальные это уже ну, такой сопутствующий. Получается, сопутствующие потери. Да лезь ты наверх, ел упала, чел. Так. Да, съебаться можно, лол. Недостаточно очков действия, бля. Я слышал, что раньше веки в 13-м якуты на Байкале жили. Ну потому что, как думаешь, это правда? Да, много чего рассказывают. Я помню на уроке якутского языка, и там у нас была такая учительница, прям, так скажем, фанат своего дела. И она, в общем, вроде как верила в то, что чуть ли не все народы мира, ну не то чтобы прям так, но практически произошли от народа Саха. Я в эту хуйню, конечно же, не верил, но, блядь, просто как бы, ну, примерно такого рода взгляды тоже имеются. темнота. Да. Но, скорее всего, да, как бы, может быть, оттуда были вот, люди наши. Может быть, оттуда и кочевали. Может, туда ходили и обратно ходили. Туда-сюда ходили. Чего такое можно, ну... Представить. Много чего можно представить. Ну, что-либо утверждать я, вот видишь, ну, никак не могу, потому что, ну, я в вопросе, типа, не разбираюсь вообще. Поэтому было бы, ну, очень сильно опрометчиво что-либо такого говорить прям с уверенностью с моей стороны. Могу ли сказать, ну, типа, может быть, что-то было, что-то нет. Интересно это. Ну да. А ты сам? Русский?
Ну, то есть в этом плане, типа, ну, свой народ, типа, не особо интересует в этом, ну, в каком-то плане истории. Или, может, тебе интересно это все чисто из какой-то профессиональной точки зрения? Может, преподаватель или еще что? Да как ты, сука, не умер-то? %95 и мимо, блять, ебать. Как такое просто возможно? Так, это, походу, мой единственный шанс выжить. Если я зайду в эту комнату. Дитя ночи остается без боеприпасов для оружия миниган. Найс. Блять, ну сдохни, ебать, копать. Ты что такое? Ты что, издеваешься нахуй? Вау, это просто пиздец. А, ёпта, у него патроны кончились, ты прикинь, нахуй. Да умри, пожалуйста. Блять, 95, ну ёбаный в рот, ну ж 95. О, господи, наконец-то ты сдох. Что? Ранил себя. Вот это ты, конечно, интересно. О, я пережил это говно, боже мой, бля, это случилось. Что это? Знак ЧС. Некоторые сильно напоминают ключ. На одной стороне вы обнаружили странный выступ, который сильно напоминает ключ. Так, думаю, надо одеть костюм. Так, эти патроны мне крайне нужны. Экран компьютера показывает маленькие зеленые бомбы, бесконечно падающие на землю. Вы получили доступ к некоторым записям. Самое интересное — это просьба лейтенанта прислать больше подопытных людей для обработки. Немедленно пришлите их на военную базу. Ага. Понятно.
Да не лестница, это Кейт, ёпт. Катя, да. Электронная отмычка. Модель карманный микроманипулятор от Watt Electronics предназначен для открывания электронных замков и инициализации средств. Крутая штука. Система сейчас в состоянии перезагрузки. Угу, открыл. Броня Тесла. Силовой кастет. Что? Блин, а чё мне так много места занимает-то? Так, подождите. Патронов слишком много, да? Так, допустим. Лазер 90, плазма 80. Интересно. Класс брони 30. Неплохо. Я сам русский, для меня все равны, но мне интересны разные народы и их история. Особенно те, что в России живут. Я на Твиче видел российских корейцев, долганку, бурятку. Не то чтобы я прям ради этого Твич смотрю, просто интересные истории, обычаи, кухня, танцы, праздники, знакомиться по возможности. А не путешествовал? Не пробовал? Так. Кастет большой таран. Монитор мерцает. Окей. Ладно. Спускаемся вниз. Надеюсь, меня не убьют. Не станут нападать. Но вроде не нападают. Все в порядке. Да, нормально. Уф.
Да блин, куда ты наверх пошел? Да, ты прикалываешься? Так, дверь заперта. Давай используем ключ. Наверное, вот этот. Немного путешествовал, но Сахалин по Хабаровскому краю, удагайцев видел, нанайцев, нивхов и так далее. Якутии пока не был, надо тоже съездить. Не, ну если прям хочешь получить full якутский экспириенс, то ну вот в декабре, в съезде в декабре. Ты, конечно, меня потом за этот совет возненавидишь, потому что ты ощутишь якутскую зиму. Но, тем не менее. Чисто, чтобы получить full experience, да, надо в декабре. Большая научная книга. Деревянные книжные полки. Я одним геологом говорил. Неровности в стене. Опс. Извини, брат, ты меня напугал. Как я могу послужить создателю? Что ты делаешь? Передача рапортов, конечно. Рапорт о чем, если позволишь? Я доставляю рапорт о чистоте человека по близлежащим областям. Но ты бы должен это знать, смотри с подозрением. Кто ты такой? Мне отправил Морфеус. Мне послание создателю. Прошу, прости меня. Я извиняюсь за то, что посмел задавать тебе вопросы. Прошу, продолжай свой путь. И если я понадоблюсь, лишь дай знать. Так, существует мнение, что в Якутии Колотун минус 50, но зато ветров сильных нет. Этот геолог мне сказал, что сейчас уже не так. И мороз, и ветрюга. Но вообще... Да... Климат-то меняется, как бы то ни было. Ну, смотри-ка, эти твари на меня не особо-то нападают. Нормально не могут разгрузить тут с оружием. Ты кто такой? Простите, сейчас уберу оружие. Окей. Ведь какие-то... Так, чё? Ну, вы не можете пробиться через систему безопасности. Вы получаете... интерес файл данных, посвященный секретной базе к северо-западу отсюда.
А, я координат получил. Окей. Не дается ничего знать. Много же тут компов, а? Я, кстати, 1 год жил в Таиланде. И как бы одну зиму уже здесь, ну, как потусовался. Но тем не менее. Почему-то, как мне, ну, так кажется, что я в полной мере нормально не ощутил якутскую зиму в прошлом году. Скажем так. Люси, на вид нормальная женщина, на вид никакой короны. Нет места лучше дома, лучше дома, лучше дома. Прекрати. Пристально на вас смотрят. За это я разрву тебя на части, твоя кровь станет красной, стой. Но кровь и так красная, странно. Нам надо это обдумать. Уходи. Увидите Гидеона, человек с короной на голове, он выглядит нормально. Джейсон живой бог, только стабилизированные смогут пройти. Эти штуки у вас на головах как-то воздействуют на психику? Да, стены живут теми, кто ушел раньше. Что с ними произошло? Души изранены, защищают Создателя. Суровый климат, конечно, да. Как противодействие защитникам Создателя? Есть лишь покой и единение, цена, боль и слепота. Я хочу стать... где взять стабилизатор? Прими от меня просвещение, дам тебе то, что не должен отдавать. Спасибо. Вы получаете 1000 единиц за то, что добыли психостабилизатор. Психонейтрализатор. Газетный автомат. Гидеон укажет путь. Эти люди нормальные? Пиздос. Они просто погибли.
Пленник умирает. Охранник супермутант Винсент. Безумный ученый. Лексити, винегретом запахло. Ты снова, я же сказал, ставь ученых в покое. Винегрет. Кошмар какой-то. Так. Ладненько, валим отсюда вниз. Опачки. Так, вижу. Понимаю. Так, пойду-ка я сюда, пожалуй. Наука. Ничего узнать не удается. Мне просто не удается узнать, или все-таки, ну, что-то... Это ничего не даст. Типа не прокает, или просто в принципе нельзя узнать? Непонятно. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Угадай, мир вам. И мир вам. Окей. Мир так мир. Так. Супермутант с сигаретой, свисающей изо рта. Жесть. Чё, крутой? Воля создателя превыше всего. Какие новости у вас для меня? У меня сообщение для создателя от его лейтенанта. Я должен немедленно видеть создателя. Когда воспользуются двери, будь осторожен в коридоре. Я полагаю, твоя защита у тебя с собой. Разумеется, спасибо за здравствуйте, единство. Так, постойте. Сохранюсь. Он же имеет в виду психонейтрализатор? Наверняка. Дай-ка попробую взломать. Окей. Ну, патроны. Не спорьте с судьбой, присоединяйтесь. Кибарвус. А жареных гвоздей не Большое хочешь? спасибо за рейд. Большое спасибо. Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет? Привет, ребята. Приятного просмотра. Что делали? Супермутант с сигаретой, да. Супермутант с сигаретой 3. Че, на первый, второй рассчитается? Да? Рейдеры залетели, заряжайте миниган. Да. Так, надо кастет может выкинуть. Блин, погодите, это какой-то плазменная... плазменная граната. Прям плазма, да? Окей. Так, тогда давайте попробуем вот так вот сделать. Ну и на всякий случай так. Я ездил гоночки, машинки, уже трасса целый час. Это в какой игре? Заряжайте Гатлинг лазер. Так. Привет Кибарву еще раз. Спасибо за рейд. Тевичка. Килопросл. Таркмания Nations Forever. Ядрить, жесть. Но она выглядит очень веселой.
Да. Я частенько хотел всегда поиграть в него, но такие руки не доходили никогда. Но в него супер кайфово, наверное, на консоли играть. Это точно. Надо бы как-нибудь купить. Сюда. Бафаут Радикс. Ну-ка, Радикса еще возьму. Найс. Крышечки. Вот что, но вот этого я, не ожидал увидеть тут. Не знаю почему. Так. Сохраняемся в подземельях. Мне вот эти ребята кажутся супер странными. Техники какие-то. Работу создателя. Окей, пошли в ту сторону лучше. Вот сюда. Меня эти ребята должны пропустить. Им типа насрать должно быть. Shadow Wizard Bank. Shadow Wizard. Ох уж эти дети ночи. Дверь заперта. Так. Скорее всего, тут нужна вот эта тема. Ничего не даст. Так. Ну, может быть, тогда... Погодите, стойте. Тогда, может быть... Вот эта тема. Не дает вскрыть замок. Так, давай еще раз. Окей, открыли. Окей, пошли. Блин, я что, за день пройду Fallout 1? Серьезно? Очень похоже на то, да, как будто бы. Ну, за один стрим. Капец, первый Fallout очень короткий, оказывается. А по ощущениям я вообще как будто бы не стрим, ну точнее не спидранил. Ничего нету, нормально проходил. Капец, мне везло с этими, со всякими квестами там. В смысле ничего не даст? Так, просто взломать. О, нормально. Так, 4-й этаж. Окейюшки. Компьютерная консоль. Давай еще раз попробуем. Ничего не дает, окей. Тогда... В смысле ничего не даст? Не дается ничего знать. О, открываю дверь. Так, компьютерная консоль.
Ваш облученный труп не заинтересовал даже стервятников. Вот это было оскорбительно. Да какого черта, блядь? Это за что? Так, ладно. Может, науку сразу применить? Вы зарядили боеголовку, 4-минутный таймер начал отсчет. Да? Окей. Подождите, так, ну... Зачем мне эта тема? Так, ну допустим, давайте попробуем сразиться. Хорошо, черт с ним. Я это дерьмо выдержу. Ну, должен, по крайней мере. На, сука, лежать. Так, мутант-охранник умирает. И ты туда же... Нет, ты туда не хочешь, да? Ладно. Да мне не больно. А вот тебе, по-моему... Да. Окей, окей. Все. С этими чуваками закончил. Взрывай. Окей, ладно. Забавно, что мне вот... Так, ща, подождите. Надо ставить кое-что. Суперстимуляторы возьму лучше. Они настолько тяжелые, серьезно? Окей, нормально. Офигеть, это гатлинг лазера. Ядерный бэк. А, это ядерная. Ебать, это ядерная боеголовка. Понимаю, так, хорошо, так. Ладно, все, делаем это дерьмо. Все, уходим. Погоди. Переодеться. Чтоб меня не трахнули по пути. Убери ствол. Я свой, пацаны. Все нормально. Надо будет девчонку забрать с собой, кстати, тоже. Как ее там звали? Лаура. Да, Лаура. Сказать ей: тикай. Какого хрена ты здесь делаешь, мелкий? Выполняй важное поручение. Ты не умеешь права задерживать и спрашивать меня. Проходи. Но в следующий раз докладывай, как положено. Благословляю тебя, брат.
Осталось 204 секунды. Ебануться. Пожалуйста, беги. Беги. Ну, беги, молю тебя. Ну, лезь наверх, пожалуйста. Так. Где там Лаура? Лаура. Не понял. Чтец. Так. Кабум. Бляха-муха. А, погодите, женщина. Она же сказала, да, она, по-моему, ушла. Если я, не ошибаюсь, она ушла. Головорез, чтец, подросток. Мистер Подросток, да, убегай. Ну, пока. Ну, давай, пока. Жесть. Ну, я думал, рванет намного жестче. Ну, нормально. Нормально. Все в порядке. Все в порядке. Вот это я дал, так дал. Спасибо. Так, бизнес-центр. Так, уровень. Так, уровень. Вы лучше стреляете с дальней дистанции, каждый уровень способствует проведению модификатора с дальней дистанции намного легче. Так. Чё? Ну, как будто бы меткий стрелок капец как нужен. Хотя, с другой стороны, возможно... Не-не-не, это вообще не надо. Ладненько, давайте лучше возьмем меткого стрелка. Пускай. Легкое оружие на 100. Наука на 100. Ремонт. Все.
Так, нахер от полохон дерьма. Такс. Ну да, давайте сходим сюда. Сейчас последователям апокалипсиса расскажем, что случилось. Они, наверное, будут не рады, потому что они же типа такие... Вы же против насилия, ты что наделали? Спрашивай, и я отвечу, если смогу. Чему ты поклоняешься? Мы пытаемся напомнить людям. Эй, мне не извиняй, мы желаем тебе... Я ее еще оскорбил. Ну, прикол. Ладно, насрать. Значит, с ними закончили. Ой, блин. Как-то не круто. Я в этом сраном заборе Катю проебал. У меня была Катя. И она умерла в соборе. Член банды клинков. Че она тут стоит? Привет. Привет. Светящийся дождь. Так, погодите-ка. А что мне сказали делать-то? К оружейникам каким-то пойти? Ну вот, ребята из клинков. По-моему, что-то такое они говорили. А оружейники находятся где? Худой человек в белом халате. Я не верю, что мы встретились. Я Майлз. Что я могу для тебя сделать? В этом халате ты выглядишь как ученый. Что ты изучаешь? Я химик. В основном я изготавливаю капсули порох. Точно. Он же мне нужен, этот чел, чтобы, блин, этот самый чип найти. Так. Где ты берешь серу, нитрат, калий и другие химикаты? Это так необычно найти кого-нибудь, кто может оценить химию. Отвечая на твой вопрос, какие-то материалы мы достаем у торговцев из хаба, другие изготавливаю или просто нахожу поблизости. Например, экскременты броминов – хороший источник, так же, как и некоторые виды грибов, которые я выращиваю. А еще с какими химикатами ты работаешь? Ну, я пытался добыть немного концентрированной кислоты, чтобы Смити мог использовать ее для отравления. Также я пытался создать несмываемые краски и чернила, но без доступа к естественным красителям это трудно. Значит, ты делаешь патроны для святилища. Да, хотя именно Смити делает патроны. Я только призаполняю гильзы. Но торговцы из хаба лишают доходов и тебя, и город. Ну, нам надо зарабатывать себе на жизнь. С тех пор, как гидропонные фермы перестали работать, нам приходится покупать еду у торговцев. А патроны единственное, чем мы можем продавать. Я могу попытаться достать запчасти, чтобы починить гидропонные фермы. Правда? Это было бы замечательно. Нам не хватает всего нескольких деталей. Но я уверен, что если бы ты смог раздобыть нужные детали, мы смогли бы обеспечить себя сами. Возможно, сам Эль сможет помочь тебе. Блять, на что я подписался? В палатке. Вот сюда. Так, эй, что-то не припомню, чтобы мы встречались. Ты уверен в этом? Я Нолан. Очень приятно, меня зовут Самуэль. Что ты делаешь? Я один из мусорщиков. Моя работа — разыскивать полезные предметы и информацию по всему могильнику. Это опасная работа. А как избежать встречи с когтем смерти? Мы работаем только ночью, и наша работа у нас хорошо получается. Но я хочу заметить, что иногда не все возвращаются домой. На прошлой неделе я послал одного из парней поискать некоторые запчасти для Майлза. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Последнее сообщение от него гласило, что он нашел детали и уже возвращается домой. Окей.
Слишком опасная. Так, другие районы не разведал. Так, оружейники. Большая фабрика на северо-востоке. Угу, все, не туда. Глексити, спасибо большое за фоллоу. Большое спасибо. А, жизнь не огорожены. Простите, что поздно, отец. Прощаю. Так. Так. Ладно, видимо, просто надо выйти отсюда. Ну, за территорию. А, вот сюда вот. Чего? Военная база. Так, военная база появилась, кстати. Свечение, могильник. Так, погодите. Вы видите радостный человек с коротко постриженными волосами. Привет, незнакомец, чем могу тебе помочь? Меня зовут Нолан. Счастлив познакомиться, меня зовут Тайна. Сделка. Патроны, гранаты. Ну, разве что ради гранат можно было бы с ним поторговать. Ну, что я могу предложить ему? Значок чрезвычайной ситуации. Да? Окей. Что-то я малость не понимаю. Найти шпиона чат среди последователей. Да, это уже супер неважно. На самом деле, братство. Стать посвященным. Блин, может просто пойти в военную базу им разъебать, а? Пойду-ка я военную базу разъебу. А вы кто такие? А, налетчики. Здравствуйте. Охуеть, вот это я промахиваюсь. Так, вот это уже другое дело. Я заберу твое оружие себе. Бля, мечтать не вредно. Но порой все-таки вредно. Так, вот эта тема мне нужна. Блин, я вообще не знаю, зачем я лутаюсь, все такое, но типа...
Зачем мне крышки? По сути, уже лайт гейм пошел. Насколько мне помню, ну, мне просто надо до военной базы дойти. Водяной чип я так и не добыл. Где он находится, интересно? Вообще без понятия. Я, пожалуй, просто пойду. До свидания, ребята. Всем пока. Так. Окей, патруль супер... Так, север... Так, слон, все. Так. Финал. А что если я как последователь оденусь и просто пройду? Как будто бы рабочая тема. Так. Я из собора пропустил. Хорошо, проходи. Вот так вот, вот так вот. Код доступа. Так, где-то мое мегаустройство. У вас не получается отпереть двери. Ага, ладно. Блять. На, тварь. Ну, как будто бы все в порядке. Не знаю, если я продолжу притворяться, что я типа из собора, то, ну, они в эту тему, ну, нормально там? Просто остальные как будто не в курсе даже, что тут произошло сейчас. О, все, открыл. Тревога, обнаружен посторонний. Ваш облученный... Ваш облученный труп. Хорошо, давай попробуем по-другому. Попробуем просто пойти, ну... Нет. Надо оружие убрать. Мне нужно поговорить с создателем. Хорошо, пошли, только без фокусов. Окей. Пошли. О, великолепно. Знаешь, я на самом деле сомневался, когда мне доложили, что полиция поймала изначально чистого. Так приятно тебя видеть. Что вам от меня надо? Отчего же? Дождемся, как только ты станешь одним из нас. Не могу же я, имея отличного изначально чистого человека, упустить возможность
сделать из него одного из избранных. После того, как ты мне скажешь, где твое убежище. С одним условием? Условия? Как восхитительно. Ну что же, давай, порази меня своим условием. Я хочу прежде спросить кое о Ну, чем. конечно, мой дорогой человек. Мне просто очень интересно, о чем же ты спросишь. На кого ты работаешь? Мы все трудимся ради Создателя, чтобы поддержать величие и единство. Он был первым, видишь ли. А как получилось, что ты стал работать с ним? Судьба, удачный жребий. Я был самым сильным из своей партии тех, кто попал в чаны. И я всегда поддерживал идеалы единства и Создателя, ибо он прав. И за свою преданность я был вознагражден. Какой вирус? До войны люди сделали вирус, который назвали ВРЭ, для создания идеального человека. Им это удалось. Чему ты можешь быть свидетелем? Создатель первым использовал весь потенциал ВРЭ. И где же этот создатель? Он занят чадами собора. Они на самом деле считают нас богами. Но кто станет их в этом винить? Вы думаете, что вы боги? Конечно, нет. Мы просто будущее. Так. Я тебе не верю. О, какое разочарование. Конечно. Мой дорогой человек, это великий прародитель. Мы все трудимся. Судьба. Он был нашим проводником на пути к вирусу, дарующему жизнь. И он же, он занят чадами собора. Разве честность — это числа? Конечно. Ты до сих пор не понимаешь. ВРЭ мутировал под влиянием радиации. Те, кто жили в этой безлюдной пустыне, подверглись влиянию мутировавшего ВРЭ. О, вот как. А ты умнее, чем я думал. Теперь ты знаешь, зачем нам Посмотрим. Лучше себя чувствуешь, поскольку пытка весьма грубый, но зато необычайно приятный и эффективный метод. Я тебя еще раз вежливо спрошу, где находится убежище? Я не скажу. Я очень надеялся, что ты это скажешь. Ну, ёпта. Понеслась. Всевозможные бафы ебану, наверное. Опа. 104 урона. Ваш облучен. 104 урона. Вау.
Вау. Ладно, единственный способ, кажется, это, ну, прошмыгнуть мимо как-то. Есть собора пропасти. Так, вот тут, наверное, надо скрыть ничем включить. Я из собора пропусти. Если ты лжет, ты умрешь. Да ё-моё, ну пожалуйста, откройте. Китенька, китенька. Как же я долго дрочил эту дверь. Угу. О, найс, 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 найс. Так, прошли. Угу. Так, перепрограммирование завершено. Инициализация по системе голосового общения. Инициализация по системе личности. Чем данный терминал может вам помочь? Так. Каковы твои функции? Данный терминал обладает искусственным интеллектом. Данный терминал является частью сети беспроводной матрицы, обеспечивающей работу удаленных элементов. Так. Что за удаленные элементы, которыми ты управляешь? Так, данный терминал отвечает за работу всех промышленных роботов General Atomic International в этом здании. Будьте точнее. Этот тип промышленных роботов чаще всего называют робомозг. General Atomic International производит лучшие в мире промышленные роботы. Купите 2 и больше. Специальное предложение. Так, какие программы выполняются? Текущие приложения, обслуживание, так, уничтожение паразитов. Так, сенсоры, черви. Завершить приложение черви. Попытка завершения приложения. Ошибка. Система невозможно завершить приложение, у вас нет прав на удаление. Уничтожение паразитов. Уничтожение паразитов. Текущие параметры. Все несанкционированные. Изменить на всех, кто... Все мелкие живые, все крупные живые или все... Все крупные живые паразиты. Так. Минимальный. Спасибо, вот завершен. Сильно поврежденный излучатель. Коробка.
Оружие, боеприпасы. И собором. Максимальный вес. Здесь нет панели управления силовым полем, возможно, здесь другой способ подключить поле. Вы видите, что поле очень слабое, через него можно пройти. Ага. Так, что на втором этаже? Так, сильно поврежденный излучатель. Так. Вы видите мутанта с удивительно маленьким черепом. Привет. Не входить. Так. Что за терминал? Вообще непонятно. Ну хотя вот пройдем-ка туда. Они вот на меня вообще не должны нападать.
Так, ну где-то тут точно должен быть чип. Ну, прикол, вообще ничего нету. Ладно, пошли на 3-й этаж. Так. 2 лифта. На двери знак, который означает, что он неисправен. Ну-ка. В смысле, подожди. Мне не удается отремонтировать или просто я не могу это отремонтировать? Ладно. Попробуем пойти сюда. Что это было? Ага, все, извиняюсь. Продолжаем. Ты не имеешь сюда закрыть проход чадом. Почему? Что это за место? Это отделение с камерой для заключенных. Здесь мы держим людей, прежде чем их купают. Классно, да? А что значит купают? Ты говоришь слишком глупо. Ты не дитя собора, ты, наверное, засланец. Крупер умирает. Бедняга Крупер. Сара. В смысле Сара? Ёпта, ты чё? Прикалываешься, что ли? Я думал, Сарочка-то это, ну... А ну вот оно чё. Ну, погнали.
Погодите, все-таки тут чады собора могут заходить, лол? Компьютер управления чанами. Вы смогли вызвать экран интерфейса. Команда. Так, вывести коды службы безопасности. Попытка сломать фаервол, показать таблицу шифровки кодов. Ага. Так. Скрытый цикл самоуничтожения 3 минуты. Ну, охуенно. А, лифт неисправен. Ну... Ладно, просто уйдем отсюда тогда. — 230 секунд. Пизда. Да, блять, в смысле я умер? В смысле я умер? Ну что такое? В смысле? Ага. Все. Валим, валим, валим.
Мощный энергии. Терминал. В смысле? Отключаю все-таки. Нормально. Ранение от чего? Так, подождите. Я кольцо не взял, что ли? Есть. Починить. Сука, реально починить пытался, что ли? Так. Да ёбаный ты стыд. Темнота. 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 Так, ну тут, пожалуй, давайте прям YOLO сделаем. Да, как скажешь, как скажешь. На, падла. Тихо, живи, живи, братишка, живи. Блять. Ух, плазменный гранат, хорошо. Прям нормально. Есть. Так,
супер стимулятор. Понял. Все, валим. В смысле, какие враждебные существа? Так. Ну ты мазила. На тебе. Твою мать. Ах ты, сучий потрох. Хорошо. Беги. А что качать? Готово? Нормально. Вам удалось уничтожить чины и убить Создателя до того, как он воплотил в жизнь свои безумные планы. Классно. После смерти Создателя его армия бежала на восток, опасаясь возмездия со стороны оставшихся в живых нормов. Норм. Нормиса. Шейди Сенс, Танди помогла своему отцу Арадышу создать новое сообщество и новую жизнь на останках мира. Они стоят во главе новой Калифорнийской республики, идеалы которой сейчас популярны по всей стране. НКР? Шейди Сенс от НКР? Взял в свои руки власть в Джанктауне, изгнал оттуда последних приспешников Гизмо и создал собственный закон справедливости Фронтира. Под его руководством жизнь стала безопасной и честной. Окей. Братство Стали помогло другим поселениям людей избавиться от мутантов с минимальными потерями с обеих сторон. Технологии Братства без особых проблем постепенно распространились в Новой Калифорнии. Само Братство мудро предпочло держаться подальше от власти и стало основной исследовательской структурой нового мира. Благодаря вашему упорству налетчики уничтожены и больше не представляют угрозу для мирных жителей.
Больше о них никто никогда ничего не слышал. То есть налетчики это рейдеры. Всех рейдеров убил, типа. Практически. Окей. Историки будущего задокументировали ваше появление в различных местах и общение с разными людьми пустоши. Лишь один вопрос остался без ответа. Что же в конце концов случилось с вами? Угу. Сделанное тобой великолепно, Охереть. невообразимо. Я так горд твоими свершениями. Люди убежища никогда не смогут тебя отблагодарить за спасение их жизней. Кто знает, может быть, это было даже спасение всего человечества. Это даже несколько затрудняет дело. Все захотят поговорить с тобой. Каждый подросток захочет быть похожим на тебя, станет подражать тебе. И что тогда? В смысле? Они захотят уйти. Что случится с убежищем, если мы потеряем новое поколение? Что, если это единственное безопасное место в мире? Я не могу рисковать снова потерять все эти молодые жизни. Понял, понял. Я уже принял много тяжелых решений с тех пор, как я занял этот пост. Но ни одно из них не было таким тяжелым, как это. Тебе что? Ты наше спасение. Придется уйти? Но ты же наша гибель. Мне очень жаль. Ты наш герой. Да. Но, честно сказать, как будто бы там есть где можно нормально пожить. В том же Shady Sands, как будто бы очень даже неплохо. Ну а что, можно его просто тупо грохнуть и зайти обратно в убежище, не? В смысле? Он реально просто зашел обратно, а я ушел? Вот так вот? Просто? Да? Я думал, он его убьет. Просто помнится, когда-то я, когда проходил, он его убивал. Ну что ж, мы прошли Fallout 1 за один стрим, буквально за 7 часов 30 минут приблизительно. Да, где-то так, где-то так. Весьма считаю недурно, а даже слишком быстро, возможно, да. Так что, если есть желание, пишите о том, чтобы я сделал марафон. Возможно, второй Fallout мы поиграли. Да. Ну, не знаю. Напишите в личку, либо проходите в телеграм-канал и пишите под постом о стриме, о начале стрима. Там есть пост с оповещением о начале стрима. Можете там написать. А пока что все. Пойду отдыхать. Завтра рано просыпаться. Всем спасибо, кто был. Спасибо за общение. Хорошо посидели, я считаю. Да. Все. Увидимся завтра.
либо послезавтра. Пока.